до 20 минут выступления для основных докладчиков, до 7 минут модераторам и выступающим. Я прошу придерживаться регламента. Та часть нашей конференции, которая будет посвящена обсуждению проекта резолюции, безусловно, каждый может в нем принять участие, выступить. Но я тоже очень прошу вас учесть в том, что у нас достаточно небольшое время. Коллеги, вот с таким предисловием позвольте еще раз всех поздравить с открытием нашей конференции. Наша конференция стала одним из ключевых мероприятий, посвященных Дню государственности Республики Саха-Якутия, и уверен, что наша конференция даст посыл для будущих исследований в этом направлении. Позвольте слово для доклада. Так, коллеги, я прошу прощения, коллеги, у нас есть приветствие, я прошу техническую службу включить приветственное слово главы Республики Саха-Якутия. Уважаемые участники Международной научно-практической конференции, от имени руководства Республики Саха-Якутия и от себя лично приветствую организаторов и участников научно-практической конференции «История народа Саха и развитие государственности Якутии в составе России». Символично, что научно-практическая конференция проходит в исторический для современной истории Якутии День государственности, 27 сентября, на малой родине первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Сегодня наша республика является одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации с высоким научно-образовательным потенциалом. К знаменательному юбилею столетию образования Якутской АССР приурочено составление и издание трехтомника «История Якутии». Несомненно, что этот концептуальный труд имеет консолидирующую роль в обществе. Вместе с тем, актуальное осмысление истории народа и государственности с учетом новых концепций, методов исследований, будущее невозможно без опоры на объективное историческое прошлое. Уверен, проведение научной конференции послужит катализатором дальнейшего успешного обсуждения исследователями насущных теоретических и практических проблем этногенеза и этнической истории народов нашей многонациональной страны, вопросов в сфере изучения истории государственности, конституционно-правовых основ федеративных отношений в России и зарубежных странах, музееведения в области истории, государства и права. Желаю всем участникам конференции плодотворной и конструктивной работы, успехов во всех начинаниях и новых достижений. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Так, в адрес участников конференции также поступило приветствие от нашего коллеги, доктора экономических наук, сенатора Российской Федерации Александра Константиновича Акимова, и его приветствие будет размещено на сайте Николаев-центра и информационных материалах научно-практической конференции. Уважаемые участники, позвольте слово для доклада предоставить председателю Государственного собрания ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия, кандидату политических наук Алексею Ильичу Еремееву. Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые участники конференции, прежде чем сделать доклад на научно-практической конференции, разрешите вручить приветствие главы Республики Саха-Якутия, которое только что вам было озвучено, Петру Васильевичу Гоголеву, одному из организаторов научной практической конференции.
Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые участники научно-практической конференции, общественность Республики Саха-Якутия сегодня отмечает свой официальный праздник День государственности, день 27 сентября 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете Якутской Саха-ССР. Этот день навсегда вошел в историю якутской государственности как поворотный момент изменения правового статуса якутской автономии в составе РСФСР. Якутская АСР была преобразована сначала в Якутскую Саха-ССР, затем в Республику Саха-Якутия, ставшую равноправным субъектом Российской Федерации. Благодаря участию в данной научно-практической конференции «Происхождение народа Саха и развитие государственности Якутии в составе России» мы в очередной раз погружаемся в историю и ее уроки. Нам предоставляется возможности познания и понимания человека и общества, оценки пройденного пути, постановки целей на будущее. Изучение истории государственности дает возможность выявлять причины успехов и просчетов в области реформирования, прогнозировать будущие риски, давать практические рекомендации основным отраслям и государственным структурам. Несомненно, что итоги и выводы конференции позволят нам определить перспективу роста на десятилетия вперед и укрепить основу модернизационных процессов в современной республике. Первой формой национальной государственности Якутии явилась образованная 27 апреля 1922 года Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Она стала результатом многих лет мыслительной деятельности и концептуального осмысления якутской интеллигенции, критического положения народов края до революции 1917 года. Одним из выдающихся государственных и общественных деятелей, внесшим вклад в развитие идей самоуправления, является великий сын народа Саха, основоположник национальной литературы, носитель глубоких социально-философских воззрений Алексей Елисеевич Кулаковский, экс-Кулях Алексей, который создал идейный фундамент современного жизнеустройства, развивал идеи государственности в концептуальной форме. Весьма значительная фигура Василия Васильевича Никифорова-Кулюмнюра, одного из прогрессивных представителей якутской интеллигенции конца XIX – начала XX века. Он являлся одним из основоположников земского движения в Якутии, имел свои взгляды на вопросы реформирования самоуправления в Якутской области, выступал за введение общесибирского земства, являлся организатором Союза якутов и народцев. Программа Союза была направлена на защиту политических, экономических прав, развитие культуры народа Саха в составе Российской империи. Разумеется, о будущем народа Якутии жили и мыслили многие дореволюционные мыслители и сподвижники идей самоуправления Якутии, которые внесли свой вклад в копилку идей. Это цельные народники, прогрессивно настроенные представители богатой и образованной части якутского общества, якутская интеллигенция. После Октябрьской революции 1917 года молодая якутская интеллигенция, вдохновленная идеей возрождения нации, начала активно реализовывать идеи государственности. Максим Амосов, Платон Аюнский, Семен Ржаков, Исидор Барахов и другие поставили перед руководством страны вопрос о якутской автономии. При этом был поставлен вопрос о статусе не автономного края или автономной области, а автономной республики. На первом съезде ревкомов в октябре 1921 года отмечалось, что единственной приемлемой основой национальной автономии, соответствующей интересам подавляющего большинства якутского населения, должно явиться проведение ее на основе советской власти как автономной республики. Благодаря деятельности Амосова, Аюнского и Барахова, как Максим Амосов отметил в своем письме для Якутии, Якутия стала лидером среди национальных республик Сибири в оформлении собственной государственности, прежде всего в подготовке и устанавливающих ее документов. Велика роль Максима Кировича в утверждении руководством страны Якутской автономной республики. Именно он выступал с докладами и встречался с высшими руководителями страны
по вопросу об автономии в Якутии в качестве республики, а не области. Максим Амосов, безусловно, имел авторитет у руководства страны и в республике. Об этом он писал и сам в своем письме своим соратникам. «Я заявляю, уверенный в собственных силах, что эти задачи подсильны мне и не будут хвастовством перед обкомом только мне из наших якутских рядов. Я вложу всю свою энергию, использую свой партийный и национальный авторитет, связи с центральными работниками. Уверен, что эти связи шире, разносторонние у меня, чем у кого-либо другого из местных работников». Специальная комиссия Ревкома под председательством Платона Юнского выработала проекты Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской АССР. Положение об автономии Якутской АССР, в котором наметило государственные границы, органы государственной власти и управления. Народы получали право распоряжаться своими природными ресурсами, как национальным достоянием. Подчеркивалась историческая роль национальной интеллигенции в культурном возрождении и духовном раскрепощении трудящихся Якутской АССР. 27 апреля 1922 года Президиум ЦИК издал исторический декрет об образовании Якутской автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. Провозглашение Якутской АСР имело определяющее значение в жизни народов Якутии. Образование автономной национальной республики стало не менее значимым событием наряду с вхождением Якутии в состав российского государства. В Якутии в статусе автономной республики в составе РСФСР произошло стремительное социально-экономическое развитие, значительный рост благосостояния населения, развитие культуры и духовности. Гигантским достижением советской автономии стало полное переустройство социально-экономического уклада Якутии, жизни якутян коренных народов. Республика из отсталой окраины Российской империи стала индустриально-аграрным регионом с развитой горнодобывающей промышленностью и товарным сельским хозяйством. В 2022 году общественность республики отметит столетие образования Якутской АСР. Значимость и судьбоносность создания первой формы государственности Якутии заслуживает высочайшей оценки как события громадного исторического значения. Наш долг – сохранять, умножать и развивать наше историческое наследие, нисколько не умаляя историческую роль якутской автономии в связи с изменениями идеологического характера или переоценкой некоторых аспектов истории советского периода. Новейший этап развития государственности Якутии наступил с принятием 27 сентября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Якутской САХА-ССР. Этому знаменательному событию предшествовало сложное время конца 1980-х годов прошлого века. В Советском Союзе царил полный хаос в отношении определения прав субъектов РСФСР и союзных республик. На территории СССР появились горячие точки, в корне которых лежали противоречия в определении и самоопределении народов и народностей, проживающих на территории страны. Необходимо было найти приемлемое для всех решение. Следует отметить, что в целом вопросы самостоятельности субъектов всего СССР поднимались вначале как межнациональные. В сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС, посвященном вопросам межнациональных отношений, была принята платформа КПСС по национальной политике. Она предусматривала коренное перераспределение полномочий между верховной союзной властью и союзными республиками. К этому времени уже большинство союзных республик требовали реального суверенитета. В платформе подчеркивался суверенитет союзных республик, объявлялось, что они обладают верховной властью во всех вопросах, кроме тех, которые ими добровольно передаются в компетенцию союзного руководства. Вместе с тем экономическую самостоятельность предлагалось предоставить и автономным образованиям. При этом они получали право опротестовывать решения вышестоящих властей. Эти изменения должны были получить юридическое и государственно-правовое закрепление в новом союзном договоре. В то же время воплощение на практике положений платформы сталкивалось с огромной проблемой – статусом РСФСР.
РСФСР являлась образованием, напрямую подчинявшимся СССР. Это проявлялось, например, в отсутствии у РСФСР своей компартии, Академии наук, гимна, которые были у каждой союзной республики. На упомянутом пленуме был внесен отдельный пункт о государственно-правовом статусе РСФСР. В нем говорилось, что у РСФСР должны быть созданы дополнительные органы власти, при этом в перспективе перейти к управлению по крупным регионам. Политическая ситуация в стране была нестабильной, буквально ежемесячно подвергалась резким изменениям. С требованиями суверенитета стало выступать множество политических сил в России. Даже среди убежденных коммунистов появились сторонники идеи суверенитета России. По их мнению, союзное руководство во главе с Михаилом Горбачевым вело страну к капитализму. Поэтому они выступали за самостоятельность России, но как последнего бастиона социализма. В это же время демократической оппозиции в РСФСР ставились требования к получению всеми российскими автономиями статуса союзных республик. В марте 1990 года в России состоялись выборы народных депутатов РСФСР. В нем принял участие блок «Демократическая Россия», состоявший из оппозиции и который в апреле того же года создал свою конституционную комиссию по разработке проекта новой Конституции Российской Федерации и проекта Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Суверенитет требовали все, но в силу разных политических взглядов одни хотели сохранить СССР в обновленном виде, другие создать совершенно новую страну, состоявшую из союзных республик на всей территории СССР. В это время союзное руководство решило пойти на компромисс, сделав акцент на экономическом суверенитете РСФСР. Тогда Совет министров РСФСР разработал концепцию экономического суверенитета, по которой Россия получала собственность на свои ресурсы, товары и услуги. В этой концепции говорилось о суверенитете автономии и добровольной передаче ими части полномочий Российской Федерации. В свою очередь, 26 апреля 1990 года СССР принял закон о разграничении полномочий между Союзом СССР и субъектами Федерации, согласно которому субъектами обновленного Союза являлись и союзные, и автономные республики. В области экономического и социально-культурного строительства на своей территории автономным республикам передавались те же права, что и союзным, за исключением тех, которые по соглашению между ними относятся к ведению союзной республики. Явилась бы так сложно устроенная федерация, обновленный союз, жизнеспособным образованием или нет, неизвестно. История не знает сослагательного наклонения. Подписание союзного договора было сорвано путчем в августе 1991 года. Начался массовый выход республик из состава Союза. Данные факты приведены лишь для того, чтобы проиллюстрировать, с одной стороны, небольшую часть той неопределенности и неразберихи, происходившей в те годы, а с другой показать, что процесс парада суверенитетов был предопределен и неизбежен. В результате происходящих процессов Первый съезд народных депутатов РСФСР подавляющим большинством голосов 12 июня 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 27 сентября 1990 года Верховный Совет 12-го созыва во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Безусловно, является это следующим этапом государственно-правового статуса Республики Саха-Якутия. Декларация объявила государственный суверенитет Якутии как государство в составе обновленной РСФСР. Республика Саха-Якутия изначально позиционировала себя как равноправный субъект федеративного российского государства. Якутия никогда не отступала от основополагающих принципов российского федерализма. Никогда не видела себя вне российского государства, всегда осознавала, что ее подлинный экономический, социальный, культурный и духовный рассвет возможен исключительно как части России. Декларация о государственном суверенитете республики стала основой принятия 4 апреля 1992 года не только новой Конституции, основного закона Республики Саха-Якутия, но и подписание Федеративного договора от 31 марта 1992 года, который заложил основы новой федеративной государственности России
и предотвратил дезинтегрирующие процессы в России. После распада СССР существовала инерция распада. Никто не мог знать, чем она закончится и сохранится ли Россия. В этих условиях подписание федеративного договора остановило эти процессы. Необходимо отметить, что самую высокую роль в этот трудный период сыграл первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Михаил Ефимович был одним из лидеров, занимавших конструктивную, взвешенную позицию, которую он всегда отстаивал. В эти годы шла острая борьба точек зрения за модель развития страны. Многие серьезные исследователи истории российского федерализма называют Михаила Ефимовича в числе 5 человек, включая первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, которые практически спасли Россию от распада. Михаил Ефимович являлся убежденным сторонником подписания федеративного договора и сохранения России как единого государства. Он последовательно продвигал идею федерализма, понимая, что в стране с ее полиэтническим, многоконфессиональным составом федерализм и федеративное устройство являются безальтернативным путем к единству и процветанию государства. Достаточно вспомнить позицию по суверенитету ряда крупных республик, а также трагические события и процессы на Северном Кавказе. Если бы такие взгляды стали превалирующими на тот момент, то они могли иметь очень далеко идущие последствия для всего существования российского государства. У суверенизации был и другой положительный момент – конституционный принцип равноправия всех субъектов Российской Федерации, включая края и области во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации при разграничении предмета ведения и полномочий. Первыми вопрос о своем статусе поставили республики, и только затем края и области. В проекте Декларации о государственном суверенитете России первоначальная редакция статьи 9 отражала основные положения усиления автономии в варианте союзного центра. И эта редакция встретила противодействие депутатов от краев и областей, которые требовали обозначения в качестве субъекта федерации не только автономные республики. Поэтому была принята иная редакция, в которой была подтверждена необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР. Федеративный договор 1992 года и Конституция Российской Федерации 1993 года официально признали новый государственно-правовой статус республики и подтвердили ее полномочия в области принятия политических и экономических решений в пределах совместного и собственного ведения. Государственность республики в составе Российской Федерации приобрела конституционно закрепленный статус, сформировала демократическую систему, включающую институт президента республики, парламент, Конституционный суд, установила порядок формирования судебных исполнительных органов государственной власти. Подписанный между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия 29 июня 1995 года договор о разграничении предметов ведения и полномочий, 15 межправительственных соглашений к нему заложили основу экономических взаимоотношений России и Якутии. Были приняты законодательные акты, регулирующие качественно новые отношения в экономической сфере и направленные на определение прав народов на землю, недра, их богатства, растительный и животный мир, другие природные ресурсы. Как известно, в определенные моменты истории роль личности является предопределяющей. В принятии этих документов сыграл, по сути, ключевую роль Михаил Ефимович Николаев. Избранный 25 апреля 1990 года председателем Верховного Совета Якутской АССР и ставший впоследствии первым президентом Республики Саха-Якутия. На первой сессии Верховного Совета Якутской АССР Президиуму было поручено подготовить и внести на очередную сессию пакет первоочередных законопроектов, в том числе обеспечивающих переход республики с 1 января 1991 года на самоуправление и самофинансирование. Республика в то время оказалась в крайне сложном состоянии. Все вопросы экономического и социального развития республики решались только в Москве. Всего 11% основных фондов республики находились в ведении Якутии. Только 3% производимой продукции выпускалось предприятиями республиканского подчинения.
Только 4% прибыли предприятий союзного ведомства перечислялось в республиканский бюджет. В конце 1990 года абсолютное большинство предприятий республики стали убыточными и оказались на грани банкротства. В том числе такие крупные предприятия, как Якутуголь, Якутлес, Якутэнерго, Якутгазпром и другие. Без работы в сфере промышленности могли остаться около 20 тысяч человек, а их семьи без средств к существованию. Убытки пассажирского транспорта увеличились в 2 раза. Объем капитального строительства сократился в 6 раз. Финансовое влияние из центра практически прекратилось. Республике грозил экономический коллапс. В этих условиях необходимы были самые активные и решительные шаги по определению на взаимоприемлемой договорной основе степени самостоятельности республики. Председатель Верховного Совета ЕАССР Михаил Ефимович Николаев добивается приема у президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева, которому изложил свои подходы к суверенитету. Встречался с председателем Верховного Совета СССР Анатолием Ивановичем Лукьяновым, председателем Совета Министров СССР Николаем Ивановичем Рыжковым и председателем Совета национальности Верховного Совета СССР Рафиком Нишановичем Нишановым. Представил им проект декларации о государственном суверенитете Якутии, проект закона о разграничении полномочий между союзным центром России и Якутии, а также проект распределения между ними. Михаил Николаев, как представитель новой формации власти республики, выступил на высших площадках страны с важнейшими докладами, в том числе и на Первом съезде народных депутатов РСФСР, на котором подверг резкой критике произвол командно-административной системы, говорил о необходимости преодоления губительного синдрома сырьевого придатка, отведенного Якутии. Михаил Ефимович на самом высоком уровне поднимал вопросы повышения статуса республики, укрепления ее самостоятельности в решении вопросов экономического развития, обретения прав на собственность. По воспоминаниям самого Михаила Ефимовича, он тогда не получил понимания у высшего руководства Союза, но решительную поддержку оказал Борис Николаевич Ельцин, председатель Верховного Совета РСФСР. Именно тогда Михаил Ефимович с большой решительностью взялся за осуществление своей идеи и организовал коллективную работу с единомышленниками над подготовкой проекта декларации о государственном суверенитете нашей республики. Опираясь на идеи суверенитета, Якутия подняла вопрос экономической самостоятельности республики и добилась получения права государственной собственности на ее природные ресурсы. Михаил Ефимович очень методично и логично шел к созданию условий экономической самостоятельности. Первым документом, принятым по настойчивой инициативе Михаила Ефимовича, стало постановление Совета министров РСФСР от 26 декабря 1990 года о расширении экономической самостоятельности Якутской СХСР в решении социально-экономических проблем в условиях перехода на рыночные отношения. Затем Верховный Совет Республики 30 января 1992 года принял республиканский закон о государственной собственности в Якутской СХСР. Вся эта многогранная и сложная работа завершилась поистине судьбоносным документом, когда 25 ноября 1992 года было подписано соглашение о разграничении государственной собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия. Важнейшим достижением Якутии стало то, что у республики появилась своя собственность в промышленности, транспорте, геологии. Были переданы в собственность республики крупные предприятия, такие как Якутуголь, Якутлес, Якутэнерго, Якутгазпром, Сахателеком, а также все не только разрабатываемые, но и разведанные месторождения и утвержденные запасы, в том числе все крупные месторождения алмазов, золота, нефти, газа и каменного угля. Республика получила право выкупать по себестоимости 20% добытых ювелирных алмазов и 10% добываемого в республике афинированного золота. Была создана крупнейшая в мире акционерная компания «Алмазы России Саха», которая соединила в одну цепочку добычу, оценку и реализацию драгоценных камней. Все это дало возможность создавать свои алмазогранильные и ювелирные предприятия. Появились новые, совершенно иные возможности для развития в сферах образования, здравоохранения и культуры. Были разработаны современные образовательные программы, открылись профилированные школы, профессиональные учебные заведения.
Программа строительства принималась не в Москве, а здесь, в республике. Экономическая самостоятельность республики позволила создать целевой фонд будущих поколений, на средства которого были построены многие социальные объекты, школы, корпус факультетов естественных наук Якутского госуниверситета, хореографическое училище, аэровокзал, Саха-театр и другие. Были созданы Международный фонд «Дети Саха-Азия», крупнейший национальный фонд возрождения Баргары. Построен Национальный центр медицины, обеспечивающий сегодня качественными медицинскими услугами всех жителей республики. Появилась высшая школа музыки, давшая новый толчок развитию классического музыкального образования. Построены дворцы спорта 50 лет Победы, стадион Туймада и другие спортивные объекты. И все это лишь малая толика того нового, что появилось в республике. Это стало возможным благодаря приоритетным направлениям развития Якутии, определенным первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. Без всякого преувеличения нужно сказать, что многое из того, чем гордимся, мы имеем благодаря смелым решениям Михаила Ефимовича, которые умело притворены им в жизнь с большой любовью к республике и ее народу. Михаил Ефимович Николаев – лидер народа, поистине носитель мудрости, выдающийся государственный, политический и общественный деятель, внесший огромный вклад в процветание нашей родной Якутии. Очень символично, что сегодня в День государственности в родном селе Михаила Ефимовича Актемцы проводится научно-практическая конференция, посвященная изучению истории развития якутской государственности, и открывается мультимедийный центр «Николаев-центр». Успехи в достижении республики умножали и укрепляли возглавлявшие Якутию в разное время Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич Борисов. Сегодня развитие нашей республики продолжается под руководством Айсена Сергеевича Николаева. В Якутии налажено конструктивное взаимодействие главы республики, правительства и Государственного собрания Илтуменрит, что гарантирует общественно-политическую стабильность, без которой невозможно любое развитие. Это развитие опирается на прочный фундамент целостного, единого документа, имеющего высшую юридическую силу в системе республиканского законодательства Конституцию Республики Саха-Якутия. Конституция закрепила основу государственного и общественного строя, установила правовое положение личности, принципы организации и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, национально-территориальную организацию, избирательную систему и судебную власть. Конституция – это не только юридический акт, но и важнейший политический документ. В ней выражена воля и стремление всех народов республики к свободе, равенству, миру и процветанию. На определенных этапах становления российской государственности и развития государственности Якутии Конституция Республики Саха-Якутия претерпела ряд изменений. Это было обусловлено тем, что основной закон Якутии был принят на 2 года раньше Конституции Российской Федерации. Еще одна причина внесения изменений в Конституцию Российской Федерации в соответствии с требованиями времени. Последние изменения в высшем законе страны были обоснованы так, как на момент принятия действующей Конституции существовали разные экономические и правовые возможности в стране. Сегодня существует запрос общества на то, чтобы в основном законе были установлены гарантии развития человека, семьи, общества и государства. Внесены изменения в систему основных политических институтов нашей страны. Происходит перераспределение властных полномочий, что создает более гибкую и сбалансированную систему. В целом конституционная реформа представляет собой позитивный и необходимый процесс дальнейшего развития российской государственности. Конституционное государственно-правовое строительство остается первоосновой развития государственности Республики Саха-Якутия. Государственное собрание Илтумен придает исключительное значение конституционному строительству и ответственно относится к процессу внесения изменений в Конституцию Республики. В Республике продолжается совершенствование республиканского законодательства, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, развитие партийного строительства и других важнейших институтов государственности, укрепление и развитие гражданского общества. В предыдущие годы были созданы новые базовые отрасли экономики республики, приняты стратегические документы долгосрочного социально-экономического развития республики, что позволяет республике выйти в лидеры по динамике темпа роста экономики в Дальневосточном федеральном округе.
Экономический рост приобрел устойчивый характер, заложена основу масштабных структурных и институциональных изменений. Сегодня утверждена стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050, в которой республика ставит перед собой стратегическую цель выйти к 2032 году в лидеры международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Дальнейшее социально-экономическое развитие республики будет достигаться реализацией комплексных взаимоувязанных компонентов устойчивого роста реальных доходов населения, эффективного управления территориями, развития конкурентоспособных базовых отраслей экономики и несырьевых экспортно ориентированных отраслей. Уважаемые участники научно-практической конференции, дорогие якутяне, от имени руководства республики сердечно поздравляю с Днем Государственности. Желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия в семье и новых свершений во имя процветания родной республики. Искренне поздравляю с открытием научно-практической конференции. Желаю, чтобы эта конференция прошла очень успешно и стала началом тех мероприятий, которые будут продолжаться в течение этого года, в канун столетия нашей республики. Спасибо большое. Уважаемые участники конференции, позвольте от вашего имени поблагодарить Алексея Ильича за очень подробный, не побоюсь этого слова, широкий объективный взгляд руководства республики на процессы, которые происходили как раз в преддверии, когда мы стали свидетелями принятия декларации о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия. И, безусловно, роль личности, как я уже говорил, здесь очень важна. И наша ситуация, наша история, она была основополагающей. И еще раз, Алексей Ильич, позвольте поблагодарить, но отметить, что только из уважения к органу, высшему представительному, законодательному, да, и контрольному органу республики, органу, который создавал историю современную историю Якутии, я не стал прерывать. Но я прошу докладчиков придерживаться регламента, коллеги. Сейчас позвольте слово для доклада предоставить председателю Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессору кафедры конституционного муниципального права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу Российской Федерации, заслуженному юристу Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Ким-Кимену. Тема доклада «Роль Республики Саха-Якутия в развитии новой российской федеративной государственности, правовые аспекты и современные реалии». Пожалуйста. Деринг Ктабуллах Михаил Ефимович, күнді научно-практическая конференция баракыттылақтара, гәүджеттара, бастатан туран әйгіне Саха Республикатын юристарына аттырыттан итетік істеңнек Саха Республикатын государственный күннен әғаддәлетбен, онна қаз білдегетігер тойкун дорубияны әлбәқ сетихилері жолу соргуну бағарабын көңілден. Глубоко уважаемый первый президент Республики Саха-Якутия, уважаемый председатель Госсобрания Илтумен, уважаемый председатель Конституционного совета Республики Саха-Якутия, дорогие участники научно-практической конференции, дорогие якутяне. Сегодня мы вместе с вами являемся участниками научно-практической конференции, инициированной первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. Хотел бы отметить, что проведена большая подготовительная работа, и я хотел бы поблагодарить Северо-Восточный федеральный университет, в том числе председателя оргкомитета Юрия Георгиевича Данилова, наш родной юридический факультет во главе с деканом Румрумычем Ушницким. И хочу отметить, что очень большой объем работы выполнен Николаев-центром. Я хотел бы поблагодарить Юрия Семенова,
который был двигателем, наверное, всей этой организационной работы. Ну и важное значение приобретает тот факт, что в работе нашей конференции, безусловно, большую значимость придает Институт гуманитарных исследований и коренных малочисленных народов Севера Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. При этом я хочу подчеркнуть, что данная конференция имеет особую миссию, так как призван дать креативный и осмысленный старт предстоящим важнейшим событиям. Я хочу отметить, что 2022 год будет для всех нас знаменательным, поскольку это год 390-летия вхождения Якутии в состав Великого Российского государства, столетие создания Якутской республики, 30-летие нашей Конституции, 85-летие первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. А сегодня, конечно же, мне хотелось бы продолжения поздравления главы Республики Саха-Якутия, председателя парламента, поздравить всех вас со знаменательным событием, Днем государственности Якутии, и пожелать всем вам успехов. Как было объявлено по теме моего доклада, я, безусловно, должен говорить о нормативно-правовой базе. В целом, какую значимость имели те или иные документы в развитии нашей родной Якутии. Начну с того, что государственность Якутии, безусловно, появилась и развивается благодаря общей судьбе с Россией и неразрывно связана с ее историей. В далеком 1632 году наш северный край вошел в состав многонационального российского государства. Истоки государственности нашей республики неразрывно связаны с развитием парламентаризма в Якутии, а они, в свою очередь, связаны с историей самоуправления, с именем Сафрона Сыранова, князя Хангаласского улуса, правнука легендарного Тыгына. В 1767 году он впервые был избран представителем Якутской области, депутатом в Екатерининскую комиссию по составлению нового уложения. На приеме у Екатерины II Сыранов добивался изменений в порядке сбора ясака, наиболее значимого в то время вопроса. И его успех привел к появлению в Якутии важного института улусных глав, которые заведовали раскладкой языка по улусу, главенствовали над волостными князьями и избирались на 2 года. Дальнейшее развитие самоуправления якутов связано с именем Алексея Аржакова. Выходец из бедной семьи, он благодаря своим выдающимся способностям дорос до должности главы Барагонского улуса, а также был известен в народе как замечательный рассказчик и Аланхасуд Сеген Аржаков. Вот именно он в 1788-89 годах безвыездно находился в Петербурге, пока не добился приема у императрицы Екатерины II, где подал ей докладную записку под названием «План о якутах». И вот этот план в сентябре 1789 года рассматривался в Государственном совете России. В ноябре 1792 года в Якутске улусными головами и наследными князьями впервые были организованы выборы якутского областного головы. Это вот первый руководитель Якутии, и им был избран хангаласский голова Сафрон Сыранов. Наиболее важным шагом в развитии самоуправления в Якутии я считаю реформу Михаила Михайловича Спиранского, выдающегося государственного деятеля России, а первым исторически-политическим значимым документом для народов Сибири стал Устав об управлении народцев Сибири. В 1824 году голова Барагонского улуса Иван Мигалкин, голова Хангаласского улуса Сава Кириллин, бывший голова Хангаласского улуса Николай Рыкунов разработали сборник о степных законах и обычаях якутов. На основе устава об управлении народцев в январе 1827 года были выработаны правила для единообразного учреждения порядка по управлению родовых и народных управ Якутского округа. Именно данные правила закрепили административное устройство коренного населения Якутской области, которое просуществовало вплоть до 1917 года. По данным правилам, местное управление было представлено Степной думой и народными управами и родовыми управлениями.
Степной думе подчинялись по хозяйственным вопросам все улусные управы Якутского округа, а сама Степная дума отчитывалась перед областным начальником и правлением. Но в 1838 году Якутское областное управление закрыло Степную думу и передало все дела по принадлежности в улусные управы и Якутский земский суд. Считается, что одной из негласных причин упражнения Думы могла быть чрезмерно самостоятельная деятельность Думы, выходящая иногда за пределы положения. Члены Думы были крупными собственниками и претендовали на определенную степень полномочий в управлении Северным краем. Некоторые историки отмечают, что Дума постепенно превратилась и в оппозиционный орган власти. Конечно, ни одна самодержавная власть внутри государства не могла этого допустить. Я хочу отметить, что за короткий период своего существования Якутская степная дума все же успела провести работы по образованию и благоустройству якутских наследников и перераспределению земель по классной системе использования. Как справедливо отмечает в своем фундаментальном труде профессор Михаил Михайлович Федоров, якуты и другие народы северо-востока Сибири с момента своего ясачного подданства стали принимать активное участие во всех крупных и мелких походах русских путешественников. И в этой связи хотелось бы отметить, что Россия именно в тот период завоевала Аляску, достигла США, образовала Русскую Америку, вышла на просторы Тихого океана. Для этого единственным путем был путь только через Якутск. На якутских лошадях, оленях, на собаках. Вплоть до середины XIX века Амур был у китайцев. Выход к берегам Тихого океана по Амуру для России был закрыт. Также я хотел бы отметить, что благодаря именно Якутии многие земли были приобщены к великому российскому государству. Более того, продолжая то, о чем говорил Алексей Ильич в своем глубоком докладе, вклад Якутии в могуществе российского государства вносит и в настоящее время. Ну, допустим, с 20-х годов прошлого века золотой фонд – это 25% золота из Якутии. С 50-х годов 20 века за счет Якутии создан почти весь алмазный фонд Советского Союза, а затем и России. Также велика доля коксующихся углей, сурьмы, олова, других недровых богатств нашей земли. Как было отмечено, новый этап своего развития Якутия приобрела именно в период формирования и развития молодой советской власти в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И эта работа, конечно, была многоаспектной. Она плотно началась в 1920 году, когда на Первом Всероссийском совещании национальностей была подчеркнута настоятельная необходимость образования якутской автономии. Более того, 26 апреля 2021 года Сиббюро ЦК РКПБ заслушал доклад Аюнского о якутской автономии. Вопрос о якутской автономии обсуждался на коллегии Наркомнаса 16 мая 1921 года. Ну и, конечно же, главным историческим событием, де юре учредившим образование Якутской автономной Советской Социалистической Республики и впервые закрепившим факт признания государственности республики, стало принятие декрета Президиума ЦИК от 27 апреля 1922 года. И мы, конечно же, сегодня благодарны великим сынам нашего народа Максиму Амосову, Платону Аюнскому, Степану Аржакову, Исидору Барахову, Алексею Широких, кстати, нашему земляку из Техтюрского наследия, и их соратникам, которые действительно добились предоставления Якутии статуса республики. Безусловно, этому предшествовал долгий период, когда народ мечтал о своем свободном и эффективном развитии. Лучшие умы якутской интеллигенции думали и мечтали о светлом будущем. Среди них, как было отмечено, Алексей Алексеевич Кулаковский, Эксекулях Алексей. Конечно, вот письмо якутской интеллигенции, написанное в 1912 году, вот тут на Хангаласской земле, за рекой селе Качекацы, возымел огромное действие на умы и сердца якутян. Конечно же, большой вклад Василия Васильевича Кулемнюря. Я хотел бы особо выделить вклад братьев Ксенофонтовых, Гаврила и Павла Васильевича. Далее.
Хочу отметить, что первый Всеякутский съезд Советов 18 января 2023 года обсудил и утвердил основные положения первой Конституции Республики. В ее главе 1 общей части указывалось, что Якутская автономная республика в соответствии с постановлением ЦИК является частью Российской Федерации. Аппарат государственной власти ЯСР организуется из местных советов, их съездов, Совета народных комиссаров и Якутского центрального исполнительного комитета. Во втором разделе Конституции речь шла о высших органах власти. Здесь в главе 2 был узаконен качество высшего органа власти в республике Всеякутский съезд Советов, который созывался один раз в год. В 1924 году подготовленный проект первой Конституции в последующем был утвержден и вступил в действие. И я хочу отметить, что действительно наличие Конституции для республики это было огромным благом. Далее следует отметить, что решительные действия наших первых руководителей привнесли много нового. Так впервые была организована научная экспедиция Академии наук СССР, которая уже к началу 30-х годов представила Якутию как развитую аграрно-промышленную республику. Принятая в 1937 году Конституция СССР дала конституционные основы для дальнейшего развития Якутии в составе России, хотя во многом дублировала положение Конституции СССР 1936 года, который в народе именуется Сталинской Конституцией, и Конституции РСФСР 1937 года. То есть заработал принцип матрешки, который впоследствии был виден в Конституции СССР 1977 года, Конституциях РСФСР и ЯССР 1978 года. Я здесь хотел бы отметить, что в тяжелые военные, послевоенные годы большой вклад в развитие республики внес наш парламент. Тогда это Президиум Верховного Совета Республики, который возглавляли наши легендарные женщины Софья Петровна Сидорова, которая была председателем Президиума Верховного Совета 1938 по 1947 годы, она из села Немигюнцы, а также Нартахова Мария Дмитриевна, которая руководила в период с 1954 по 1963 год, а в последующем Александра Яковлевна Овчинникова и Юлия Николаевна Григорьева. Говоря о послевоенном периоде развития государственности нашей республики в статусе автономии, мы должны признать и отметить, что произошел качественный скачок в социально-экономическом развитии, когда из отсталого аграрного северного края республика стала приобретать очертания промышленного. В этой связи необходимо вспомнить имя Семена Захаровича Борисова, который руководил эффективно нашей республикой с 1951 по 1965 годы. Также ярким руководителем республики был Гаврил Иосифович Щеряев, который возглавлял Якутский областной комитет партии с 1965 по 1982 годы. Как было отмечено в докладе Алексея Ильича, Декларация о государственном суверенитете имела глубокий смысл. И я в своем приветственном слове во время открытия мультимедийного зала говорил о том, что данная декларация стала основой разработки новой Конституции Республики Саха-Якутия, основой для инициативы подписания федеративного договора, а в последующем на основе федеративного договора была принята Конституция Российской Федерации, по которой мы живем. И главным инициатором этих всех процессов был наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Вот Петр Васильевич упомянул, что я являюсь соратником Михаила Ефимовича, но я хотел бы со своей стороны отметить, что я, может быть, и не соратник, но я прошел университет Николаева, потому что я 2 года был помощником председателя Верховного Совета 12-го созыва и 2 года был первым руководителем администрации президента. Хочу отметить, что подписание федеративного договора имело большой смысл, потому что она предотвратила дезинтеграционные процессы. Она на самом деле является государствообразующей. И вот в этой точке зрения хочется отметить, что именно в день подписания федеративного договора Якутия в единственном числе подписала соглашение с правительством Российской Федерации по экономическим вопросам.
последующем, 21 ноября 1992 года, было подписано соглашение по разграничению собственности. Именно два этих документа являются фундаментом достойного развития нашей республики, потому что наполнение бюджета зависело от того, насколько эффективно мы управляем природными ресурсами. И, конечно же, особой заслугой Михаила Ефимовича является создание акционерной компании «Алроса», которая и сегодня является бюджетообразующей. Сегодня, конечно, хотелось бы много сказать в своем докладе, но я думаю, я его передам в письменном виде. Петр Васильевич у нас очень строгий модератор, может прервать по ходу пьесы. Но чтобы этого не было, я хотел бы отметить, что сегодня мы находимся в совершенно новой политической атмосфере, когда избран новый состав Государственной Думы, в который впервые вошли 5 политических партий, которые преодолели 5% барьер. И я надеюсь, что нынешний состав Государственного собрания Илтумен и наш всенародно избранный глава Республики Саха-Якутия будут налаживать тесные контакты с новым составом Государственной Думы, потому что я считаю, что то дело, которое организовал Михаил Ефимович Николаев в начале 90-х, достойно продолжили Вячеслав Анатольевич Стыров, Егор Афанасьевич Борисов в качестве президентов и сегодня всенародно избранный глава Арсений Сергеевич Николаев, его правительство во главе с Андреем Владимировичем Тарасенко. Хотел бы отметить, что большой вклад в развитие республики вносит парламент республики. Я хочу в этой связи упомянуть Климента Егоровича Иванова, председателя Верховного Совета 12-го созыва, наших лидеров в первом созыве Государственного собрания Илтумен в лице Афанасия Петровича Ларионова, Егора Михайловича Ларионова. Во втором созыве это Николай Иванович Соломов, Василий Васильевич Филиппов. В третьем созыве Нюргун Семенович Тимофеев. В четвертом созыве Виталий Николаевич Бацагыцев. В пятом созыве Александр Николаевич Жирков. В шестом созыве начал Петр Васильевич Гоголев. Ну и сегодня бразды правления в руках Алексея Ильича Еремеева, который как депутат, как председатель профильного комитета по государственному строительству и законодательству провел большой объем работы по внесению изменений и дополнений в нашу Конституцию, поскольку нам необходимо было приводить Конституцию Республики в соответствие с обновленной Конституцией Российской Федерации. Большое спасибо за внимание. Всем вам желаю успехов. Спасибо. Благодарим, Александр Николаевич, за то, что вы очень строго соблюли регламент и за очень содержательное выступление. Мы очень ждем в оргкомитете, в программном комитете ваш текст вашего доклада, поскольку по итогам нашей конференции мы обязательно издадим материалы конференции, и они будут размещены на электронной площадке e-library, будет доступны для индекса цитирования. Это будет очень интересно, полный текст доклада посмотреть, почитать и использовать его в дальнейшей работе. Коллеги, вы видите, мы разместили часы. И Алексей Ильич, и Александр Николаевич несколько раз сказали, что Республика Саха-Якутия благодаря своему руководству значительно опережала в своем социально-экономическом развитии и постановке вопросов социально-экономического развития другие субъекты Российской Федерации. И сегодня мы видим, что в Николаев-центре как раз часы у нас на 1 час вперед идут. Это тоже говорит о том, что мы сейчас опережаем, да? На 1 час опережаем всю Республику Саха-Якутия и приблизились на 1 час к московскому времени. Коллеги, это, конечно, небольшое отступление. Я хочу сейчас слово предоставить моему коллеге, самодератору Александру Николаевичу. Александр Николаевич, пожалуйста. Спасибо, Петр Васильевич. По плану нашей конференции разрешите мне сейчас большим уважением слово предоставить Анатолию Николаевичу Алексееву, научному руководителю Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук,
действительному члену Академии наук Республики Саха-Якутия, доктору исторических наук, профессору. Ну и, к слову, я скажу моему ректору Якутского тогда государственного университета. Именно Анатолий Николаевич был тем ректором, который на основе концепции развития юридического образования, который мы сформировали в 1995 году, его утвердил ученый совет университета во главе Василием Васильевичем Филипповым. В 2000 году образовал самостоятельный юридический факультет, и первым деканом стала Альбина Афанасьевна Степанова. Альбина Афанасьевна здесь, среди нас. Ну и хочу отметить, что Алексеев Анатолий Николаевич – это человек, который действительно является ученым с большой буквы, и я думаю, его доклад будет для всех нас очень интересным. Анатолий Николаевич, пожалуйста, вам слово. Я видел его на экране. Может быть, что-то со связью? Ну, давайте пока подождем, пока восстановится Микрофон связь. включите, пожалуйста. Вот появляется ИГИ. Так, пожалуйста, Анатолий Николаевич, вы нас слышите? Да. Пожалуйста. Я вас слышу, надеюсь, и вы меня слышите. Вот иконка наконец у меня со звуком появилась. Я хотел бы сейчас, вот предоставленное мне время, рассказать о первоначальных этапах этногенеза якутского народа. Ну, понятно, что этногенез любого народа имеет несколько этапов, много этапов, зависит от конкретных исторических условий и географических, климатических в том числе тоже. Итак, вот скажем следующее. Вот все народы, наверное, все, и многие люди хотели бы как можно точнее, полнее знать о происхождении своего народа. Но, к сожалению, это удается не всегда и не всем, чаще всего более или менее полно об этом знают и могут сказать те счастливчики, у кого, чьи предки рано овладели письменностью и подробно отражали в письме события этнические, вообще все исторические события, которые происходили в тот или иной период. Но даже этот, казалось бы, очень ценный источник имеет свои недостатки, свои пробелы, свои разночтения. Поэтому обыкновенно этногенез пытаются, изучают в комплексе со всеми другими науками. С языком, в первую очередь, с географией, которую я уже упоминал, палеогенетика, последнее десятилетие присоединилась активнейший участник этих исследований и прочее, прочее, прочее. В общем, все то, что надо для того, чтобы раскрыть страницы этногенеза, которые доселе были неизвестны. Я здесь для примера хотел бы привести, многие народы занимались и занимаются этой научной проблемой. Вот я хотел бы привести историю русского народа. Как они занимаются этим этногенезом. Скоро 300 лет будет, как организованные, специально созданные археологические экспедиции стали работать над древней историей русского народа. Почти беспрерывно эти раскопки продолжались и продолжаются в настоящее время. За это время очень много сделано, очень много страниц раскрыто. Я вам напомню только, например, берестяные свитки, берестяные грамоты.
бесценный исторический источник, который не был известен в истории, и никто не предположит. Но во время раскопок нашли и с помощью этой письменности открыли очень много нужного, полезного для истории и особенно для этногенеза народа. И эти раскопки идут, продолжаются и в Новгороде, и в Суздале, и в Ростове, и в Москве. И кто-то, может быть, встречался с тем, что очень долго какие-то улицы там перекрывают. Хотя в мегагороде это очень чревато. Тем не менее, закрывают улицы на несколько месяцев для того, чтобы дать возможность археологам провести раскопки и расшифровать, пусть не полностью, но какие-то страницы древней истории. Я это говорю для того, чтобы сказать, чтобы все учились вот так любить свой народ и уважать его историю. Великая Отечественная война шла. Она только-только закончилась. Раскопки продолжились. Сколько разрушений было. Находили деньги, финансирование для того, чтобы проводить эти исследования. Вот. Ну и, естественно, переходя к истории и к этногенезу якутского народа, я скажу, что тоже не исключение. Этногенез восстанавливается главным образом, в основном археологическим источником. Хотя, конечно же, фольклор привлекается, а там, где возможно, и письмо, потому что находят на берегах Лены, вот поскольку несколько раз уважаемый Александр Николаевич Кипкин говорил насчет Хангаласского улуса, я скажу, что территории, особенно Хангаласского улуса, находят письма, рунические письма, которые были нанесены нашими предками. Те еще давние годы. А я напомню, что, например, когда-то существовало, в общем-то, критерий, что все должно идти по марксистско-ленинской идеологии, и наука так должна развиваться. В том числе, когда дело касалось государства, там было предложено несколько критериев, когда мы можем говорить о государстве. Они не совсем плохие критерии, эти мысли в целом. Ну, во-первых, обязательно должна была быть письменность, обязательно должен был аппарат насилия существовать в виде полиции, армии, для того, чтобы управлять народом. Но со временем вот Кавказские республики, Среднеазиатские республики стали говорить о том, что не все это подходит, что это не такой вот шаблон эфемерно действующий у всех и вся. Что, наверное, надо внести какие-то коррективы в наши понятия происхождения государства, в его критерии. Потому что те государства, которые создавали намады, кочевники, скотоводы, они отличались вот от этих критериев. И вплотную взялись за изучение скотоводческих государств. И тогда появился термин кочевые империи. Они были в какой-то части даже немного эфемерные, эти государства. Они очень быстро создавались при необходимости и как-то рассеивались и быстро как бы исчезали с исторической арены, хотя они продолжали существовать. А если смотреть критерии, то не было письменности, не было насильственного аппарата, но империя существовала. И другие письменные народы отразили это в своих письменах, в своих летописях, о том, что вот по соседству или стальки-то лье хода от Пекина существует такое-то государство. Оно очень сильное, это государство, и прочее, прочее. То есть другие люди, считайте, другие государства, другие народы, другие государства, считайте, признавали существование такого
государства. Предположим, государство, которое называется Хунну. И могучие китайские императоры не считали зазорным выдавать своих дочерей за принцев хунского государства. То есть они считали это себе равным. Кочевые империи. А эти империи, еще раз повторю, они не соответствовали критериям, которые были когда-то высказаны. Но и могут, я совершенно их не отметаю сейчас, они могут и работать и в более позднее время, и в новое, и в средневековье время работать они могут. И сейчас тоже могут работать. Так вот, археологические исследования вот в части выяснения этногенеза якутского народа, они проводились давно. Пионером здесь можно назвать, без всяких сомнений, Гаврил Васильевич Ксенофонтов. Василий, книги, пожалуйста, дайте. Да, Гаврил Васильевича Ксенофонтов. А потом за это дело взялся Алексей Павлович Аклакин. Я здесь немного тоже хочу экскурс небольшой сделать, но очень короткий. В 30-е годы общественность стала ставить вопрос. Вот у нас разрушаются памятники. Тут были письменности на скалах Лены, они разрушились. А здесь вот были какие-то старые поселения, очень-очень древние, они вот разрушились тоже во время наводнения. У нас ничего не делается, история Якутии пропадает. А в это время как раз мистер Шмидт, работая в Красноярском крае, он опубликовал те наскальные изображения, письмена, которые были найдены. Естественно, здесь в первую очередь интеллигенция поднимает этот вопрос. И тогда правительство, Совет народных комиссаров Якутской автономной Советской Социалистической Республики обращается в Академию наук, вновь обращается в Академию наук СССР. Потому что первый раз, я напомню, это обращение было в 1925 году. Но эта экспедиция уже закончилась. Теперь вновь ставится вопрос совместно создать экспедицию по изучению древности. Идут навстречу. Академия наук подыскивает специалистов и руководителя экспедиции. Экспедиция эта была названа Ленской историко-археологической экспедицией. ЛИАЭ, сокращение. Вот нашли руководителя в Ленинграде, Институт истории материальной культуры, тогда он назывался имени Николая Яковлевича Мара, и вот руководителем он стал кандидат исторических наук, в будущем академик, известнейший археолог Алексей Павлович Аклакин. В 1940 году он сюда переезжает в Якутск, здесь он начинает создавать костяк своей экспедиции, научный костяк. И основу его составили научные сотрудники Института языка и культуры при Совете народных комиссаров. Этот институт был в 1935 году создан Платоном Алексеевичем Аюнским. Они уже с 1940 года, я имею в виду экспедиции, они участвуют в экспедиции, начинают свою полевую деятельность. Работали до конца 1946 года. Есть центральную Якутию еще охватили и до Колымы. Очень-очень плодотворно работали. Множество стоянок каменного века открыли. Потом Алексей Павлович стал все это систематизировать и предложил первую периодизацию древней истории Якутии, где выделил и каменный век, и бронзовый век, и ранний железный век, и таким образом открыл дорогу будущим исследованиям, научным исследованиям древности. И, конечно же, он обратился к интересующему многих и многих вопросу проблемы этногенеза.
Естественно, там протворенный такой, считайте, 17 века путь или какие-то стереотипы даже я бы назвал, которые существовали 17-18 века. Якуты прибыли откуда-то с юга, язык у них похож на татарский. Они являются в то же время сибирским народом, но очень сильно отличаются от других сибирских народов. Например, у них есть скотоводство такое же, как у других сибирских народов. Но кроме этого, у них есть еще умение заниматься выплавкой железа, то есть металлургией. Сами железную руду находили и плавили в том количестве, которое им потребовалось. Не только кузнечество. Кузнечество у всех народов. А вот у якутов было еще и вот эта вот лавка железа. И потом они делали крицы, это пластины такие, большие пластины железа, и ими торговали. Уже кузнецы всех других народов, которые не могли сами лавку делать, вот эти крицы покупали и ковали. Ковать будут все, кузнечество было очень сильно развито. Второе, что сильно удивило, кроме всего прочего, это то, что у якутов существовало гончарство. Посуда вся у всех народов сделана из глины, отмечали русские землепроходцы в 17 веке. Тогда они же прошлись по многим районам, областям, регионам Сибири. И просто познавали, так сказать, сравнение с медведем. А не было тогда уже гончарства. Существовало какой-то бой со звуками, да, потому что я слышу, эхо раздается все равно. Или кто-то говорит, повторяет. Потому что, например, гончарство в этот период не было, скажем, у бурят, тувинцев, а у якутов было, и поэтому это вот изумляло. И вот в XIX веке академические экспедиции, когда Академии наук России писали и выдвигали разные гипотезы, откуда и как могли появиться здесь, на крайнем севере. И очень-очень развернутую, хорошую концепцию, на мой взгляд, концепцию предложил Гаврил Васильевич Сенок. Но у него было мало фактического материала. Он в основном основывался вот на графических данных, на фольклоре, но делал очень много. Теперь вот эту лакуну как бы заполняла Ленская историко-археологическая экспедиция под руководством Алексея Павловича Ахматова. Материалы были добыты, но вот, собственно, по ранней истории якутского народа было очень мало. Так, по палеолиту, мезолиту, неолиту, бронзовому веку и так далее, много. А по истории якутов и конкретно этногенезу очень мало. Мало. Тем не менее, Алексей Павлович предлагает некоторую хронологию событий. Он считает, что предки якутов появились на территории, современной территории проживания где-то в 15, может быть даже в 16 веке. Эту дату он обосновывает устными генеалогическими преданиями, которые существуют в якутской среде. Все якуты знали свое происхождение, свой род до 7-го колена, все. Кто, кого, сколько детей и прочее, вот это все очень четко знали. И они перечисляли до 7-го колена, а 7-е колено заканчивается 15 веком в изложении не Алексея Павловича, еще до него. Этим все занимались исследователи, которые интересовались историей якутии. И вот это все стало во главу
Ла стала фундаментом для исследований. Потом она стала кочевать и дальше идти. Но тогда же стал вопрос, почему же вот, южные предки якутов мигрировали. Пускай с Прибайкалья, самое жаркое место Сибири. Есть стоит потеплее, но Прибайкалье в сравнении с Якутией относительно теплый край, где можно было жить. Значит, пришли к мнению, что было какое-то насильственное действие, которое заставило их уйти с насыпанных мест. И этим был объявлен Чингис-хан. Также и местные историки, краеведы, все стали говорить. Также и кочуя из статьи в статьи, из книги в книгу, вот это положение стало стереотипом. Но последние исследования показывают, в первую очередь, письменные тайские источники о том, что Чингис-хан относительно лесных народов Прибайкалья, малых народов Прибайкалья, он не принимал каких-то таких агрессивно-насильственных действий. Он их обложил языком своеобразным данью. Монголы аккуратно и жестко эту дань собирали, но никого оттуда не вынесли. Они все этносы остались на своих местах. Относительно Якутии надо сказать следующее. Вот над археологами все последние десятилетия, лет 30-40, а то и 50, где ни копнут, везде находят массу монгольских вещей. Ну, где это происходит? На территории, если глобально говорить, начиная с запада Китая и до Южного Кавказа. А если так обозначать, то это Монголия, Забайкалье, Прибайкалье, ближе и к Алтаю, хотя там картина совсем другая, Приобье, Прииртышье. На этой большой территории Западной Сибири, очень большие территории Приобье, Енисей и Иртыш. Где ни копнут, там идут как будто стандартные монгольские комплексы. Конское седло монгольского, луки монгольского, наконечники стрел монгольского. То есть вот в 14, 13, 14 веках происходит как бы стандартизация вещевого комплекса у многих народов Сибири. Сибирь вот захватывает еще и часть Южного Урала. Уважаемый Анатолий Николаевич, такого нет. Анатолий Николаевич, Да? сколько вам нужно еще времени? Ладно, я тогда быстрым темпом буду идти, так сказать, за решением. Сколько минут вы мне дадите? Я сейчас выйду часы. Ну, мы предоставим вам на ваш выбор, да, для завершения. 5 минут, и я уложусь тогда. Да, пожалуйста. Итак, все-таки вот археологические исследования, этнографические исследования, исследования в языке, очень даже сильные исследования в языке происходили вот все эти последние десятилетия. И вот мы в комплексе всех этих наук, учитывая факты, сведения, собранные этими науками, можно констатировать следующее. В III, IV веках на территории Якутии, а именно на юге Якутии, в Алёхтинском районе, найдено поселение. Очень хорошее, было в следах, очень с четкой стратиграфией поселения найдено. И оно показывает, что уже вот в III-IV веках начались инфильтрации или миграции южных скотоводов. На этом поселении найдены вещи, комплексы
древнетюркские, тюркские. Плюс там же найдены кости быка. То есть это были скотоводы. Не просто тюрки, не просто переселенцы, а переселенцы тюрки, именно скотоводы, уже дошли до юга Якутии. Да, потом они там пока проживают, потом постепенно начинают расселяться, и у нас появляется культура, уже сложившаяся культура скотоводов, мамадов, кочевников. Ее открыл Анатолий Игнатьевич Гоголев и назвал полунатавской культурой. Датирует он ее, датировал концом XIII века и до XVI века. Но в последние годы, не десятилетия, а годы назад, внесены вот в процессе работы над историей Якутии, которая сейчас находится в издании. Это было произведено. Анализы показали, что полунатавская культура существовала X-XI века. То есть уже 900, 1000 лет назад здесь сложилась якутская, древняя якутская культура скотоводства. А если вернуться к нашим вот первым проявлениям скотоводства, то, конечно, то, что нашли на Алюкне, совершенно не означает, что, скажем, в IV, там, V или VI веке нашей эры появились какие-то южные скотоводы, какие-то южные племена. Кто они были? Монголы, монголоязычные, тюркоязычные, пока неизвестно. Будем искать, еще найдут такие же поселения, деревни, где когда-то жили скотоводы, молодые археологи. Обязательно сделают любимые, знающие свою специальность. Я уверен, что откроют они скоро время. И единственное, надо не мешать ей. Второе, надо поддерживать их финансово, хочу поддерживать, чтобы они эту работу успешно могли провести. А археология в последнее время стала занятием дорогостоящим, потому что это комплекс наук археологии. Собственно, вот проводит раскопки археолог, он находит артефакты, разные вещи, и седла, там, и наконечники, и ножи, и прочее, 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 прочее. То, что в повседневности люди пользуются, находят какую-то одежду, обувь и так далее. Но все это будет просто экспонатом, все это будет мертвым материалом, немым, не говорящим материалом, до той поры, пока над ним не поработают соответствующие специалисты. Пока не будет датировки, пока технологично не будет состав металла определен и так далее. И вот это вот анализы, все эти физические, химические, микробиологические, они очень дорого стоят и ложатся нагрузкой на археологические исследования. Собственно, раскопки это недорого. Доехали там, скажем, до Тактинского улуса и начинается раскоп. Да, там небольшая зарплата, и тогда в археологии не было большой зарплаты. Так что, в общем целом, собственно, археологическая работа, они недорогие, а вот то, что заставляет говорить, то, что выдает информацию из археологических материалов, это стоит очень, очень дорого. Вот с учетом этого надо пожелать молодым археологам успехов, и они найдут не одну деревню, не одно поселение первых поселенцев. Вот теперь вот поселенцы, они расселяются и до Средней Лены доходят. Здесь множество найдено поселений скотоводов, которые теперь датируются XI-XVI веком. XI век. То есть мы можем теперь констатировать достаточной долей уверенности о том, что 900 или 1000 лет назад появляется новое поселение, где неизвестный этнос,
который называется народом Саха. 900 лет назад. Чтобы не было ошибок, скажем. Но если хотите круглое, то 1000 лет назад. Если круглая дата больше нравится. Ну а более корректно, 900 лет назад народ со своей культурой, с особой культурой, которая отличается от других остановиться, появляется на территории Республики Саха. И вот этот период надо обязательно продолжать. Раскапывать, вот как ведутся многолетние раскопки в Суздале, в Ростове, в Новгороде, в Москве. Они должны вестись и здесь, мне представляется. Теперь, вот мы говорили о первых проникновениях, сложении татарской культуры. Так вот, во все эти времена волнами, большими, маленькими, южные скотоводы продолжали пребывать. И здесь вот эти все пришлые племена, они смешиваются с аборигенами. Часто задают вопрос. Да, ясно, что здесь были про юбагиры, про тунгусы. А с кем же смешивались вот пришлые скотоводы, южане, которые сюда мигрировали? Василий, дайте, пожалуйста, вот Мурманск, Берингов пролив, Америка. Да, вот. Еще Алексей Павлович Окладников, когда в 1949 году издавал книгу «История Якутии», а потом в 1955 году она после некоторой редакции была переиздана как первый том истории Якутии. Ну, у него еще, у Алексея Павловича, докторская диссертация тоже так же называлась. История Якутии до присоединения ее к русскому государству. Доктором наук он на этих материалах стал. Вот. Все больше и больше данных говорит о том, что здесь могли, например, проживать племена Северной Европы. Вот, например, мы находим погребения на севере Якутии и даем их палеогенетику. Палеогенетики в этих погребениях, в костяке этих погребений находят европеоидные гены. Чем дальше на север, тем больше европеоидности. И, скорее всего, это были те, которые приходили туда, шли вдоль холодных арктических морей, а потом поворачивались на континент. Это вот Алексей Павлович такую идею выдвинул. Он сравнивал археологические артефакты со Швецией, Финляндией, с Карелией, с Мурманском, с Кольским полуостровом. И говорил, что они все идентичны. Наверняка они были когда-то связаны. Наверняка существовала какая-то магистраль, дорога, которая связывала народы Вены и народы Северной Европы, той же Норвегии, Финляндии, Швеции. Анатолий Николаевич, мы вас благодарим за ваш очень подробный доклад. Мы уверены, что в рамках материалов нашей конференции мы очень самым внимательным образом ознакомимся с вашим докладом. Мы вас очень ждем, ваш доклад, очень интересно. И надеемся, что как раз вот в рамках того трехтомника, о котором говорил Арсений Сергеевич, и который мы все ждем, следующие тома истории Якутии, эти вопросы тоже нашли отражение. Нам будет еще интереснее выслушать вас, как в рамках резолюции мы предлагаем в следующем году провести международную конференцию, где мы как раз еще обратимся к этим же вопросам. И надеемся, что до этого времени еще археологи, возможно, предоставить другие, новые какие-то объекты нашего материального наследия, в нематериальной сфере нашей культуры будут проведены
глубокие исследования. Я надеюсь, что на международной конференции мы еще услышим, уважаемый Анатолий Николаевич, вас. Да, Ага. спасибо. Спасибо. Я прошу прощения, что нарушил регламент. Ничего, Да, было очень увлекся. интересно, Анатолий Николаевич. Но для чистоты модерации я хочу сказать, что вы своего ученика Алексея Ильича превзошли по продолжительности. Еще раз прошу, извините меня, да. Ага. Так, спасибо, Анатолий Николаевич. Я думаю, что извиняться не стоит. Вы настоящий ученый, действительно увлеченный той проблематикой, которую вы изучаете. Мы с пониманием относимся и благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей конференции и выступили с таким содержательным докладом. Давайте поаплодируем. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, я хотел бы отметить, что в рамках сегодняшней научно-практической конференции мы обсуждаем очень интересную тему. И вот эта тема, она интересна тем, что, конечно же, народ Саха, как коренной народ, как народ государствообразующий, действительно обладает большой ответственностью. И то, что мы в рамках конференции ведем дискуссию не только о роли России в развитии Якутии, но и о роли Якутии в развитии России. Вот здесь дорога с двусторонним движением и есть взаимное доверие. Здесь я хотел бы также отметить то, что вот вчера у меня состоялся разговор с Александром Николаевичем Савенковым, директором Института государства и права Российской академии наук. Он очень хотел, Петр Васильевич, сегодня выступить с приветствием, но извиняется в связи с тем, что он сейчас находится в Минске, и в Минске они проводят большую научно-практическую конференцию. Вы знаете, сейчас идут очень серьезные процессы во взаимодействии России и Белоруссии, поэтому там тоже нужно определенное научное обоснование. Но мы с Александром Николаевичем договорились, что в 2022 году на полях уже Института государства и права мы проведем большую конференцию. Алексей Ильич, я надеюсь, парламент тоже с интересом отнесется, да, к подобного рода инициативе, поскольку Институт государства и права имеет огромную историю, является высоким авторитетом в мире науки. И мы хотим, чтобы вот этот опыт республики, опыт Якутии, он был востребован для сохранения единства нашей большой Родины. Ну и сегодня я хочу поблагодарить наших модераторов, которые руководили секциями. И в рамках секций сегодня прямо с раннего утра шла большая напряженная работа. И, конечно же, нам по плану необходимо заслушать информации руководителей этих секций. Я думаю, что они сочно, крупными мазками доведут до нас, значит, какой был тон разговора, какие аспекты, какие акценты расставлялись. Поэтому я с большим удовольствием сейчас предоставляю слово Андриану Афанасьевичу Борисову, главному научному сотруднику отдела истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, доктору исторических наук. Пожалуйста, Андриан Афанасьевич. Спасибо. Уважаемые участники конференции, позвольте ознакомить с краткими итогами работы нашей секции. Ну, я как уже в начале работы секции говорил, что у нас конец сентября жаркая пора, проводится много конференций, в том числе не только в Якутске, но и за пределами. Вот недавно прошел крупный форум историков, Красноярский исторический форум очередной, поэтому многие наши силы были задействованы там. Но тем не менее на нашей секции, посвященной истории государственности Якутии, по большому счету, все-таки было заявлено более 10 докладов. Мы заслушали 8 докладов. География тоже докладов радует. На нашей секции приняли участие не только учреждения, значит, города Якутска, да, институты, университет, музей, но также и представители УЛУСов, в
тоже вот, краеведческих музеев, общественность, ученые. Также был представлен доклад из значит, Москвы, поэтому, в принципе, у нас география была неплохая. Надо сказать, что если обратиться к тематике наших докладов, то надо сказать, что у нас несколько докладов были посвящены истокам государственности, в частности, патентарным институтам, существовавшим на территории Якутии, начиная с позднего Средневековья. Также были доклады, посвященные истории самоуправления Якутии, тоже, которая является одной из предпосылок государственности и той роли, которую сыграла Якутия, в конце концов, да, в освоении российским государством Северо-Востока Азии. Также у нас были доклады, посвященные деятельности и вкладу в историю становления государственности Якутии таких деятелей, как Иван Николаевич Винокуров, Степан Васильев и Мегежекский. В общем-то, если просто сделать такой краткий итог работы нашей секции, то надо сказать, что по ходу выступлений у нас был ряд дискуссий, посвященных некоторым актуальным проблемам исторической науки, и было выражено пожелание, значит, продолжить работу в этом направлении. Поэтому я считаю, что работа нашей секции прошла очень успешно. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Андрей Афанасьевич. Одним из, конечно же, интересных секций была секция «Конституционно-правовые основы федеративных отношений в России и в зарубежных странах», где модератором выступила Альбина Афанасьевна Степанова, заведующая кафедрой конституционного муниципального права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии в области юриспруденции имени Михаила Михайловича Федорова. Пожалуйста, Альбина Афанасьевна, вам слово. Уважаемые участники конференции, о работе секции «Конституционно-правовые основы федеративных отношений в России и за рубежом». Тема конференции довольно обширная, поэтому темы выступления были посвящены в целом 4 основным проблематикам. Это вопросы территории, территориальной целостности, это вопросы представления народа как источника власти в федеративных отношениях. В-третьих, это статус коренных малочисленных народов и вопросы идентификации, идентичности. Ну и основной вопрос был уделен принципам федеративных отношений. И здесь я бы хотела обратить ваше внимание на то, что был представлен просто блестящий доклад по поводу принципа верности федерации. И в целом, наверное, итогом работы нашей секции, наверное, будет то, что было высказано в этом докладе, то, что принцип верности федерации в федеративном государстве должен быть основополагающим. И этот принцип означает не только государственное единство, но еще означает ответственность не только субъектов, но и федерации. И причем любое отклонение от принципа верности федерации приводит к деформации федеративных отношений. И основная задача и цель федеративных государств – это попытка недопущения тех действий, которые могут причинить вред федеративным отношениям и федеративному государству. Поэтому еще раз напомню, что действительно в федеративном государстве, раз субъекты объединились в федеративное государство, должны делать все усилия для того, чтобы не допускать каких-то вредящих действий, ущерб федерации, но и должна быть ответственность за свои действия, в том числе и федерации, в том числе и субъектов Российской Федерации. Я считаю, что работа нашей секции, она была очень успешной. Спасибо. Ольга Юрьевна Ильина. Да, замечательный доклад, и я слышал, Альбина Афанасьевна очень хорошо отозвалась о качестве этого доклада, и мы, конечно же, гордимся то, что у нас появляется целая плеяда молодых ученых, она кандидат юридических наук, и Ольге Юрьевне, конечно, большой привет от нас, она, наверное, тоже здесь присутствует, следит за тем, как проходит конференция.
Ну, давайте мы сейчас слово предоставим руководителю круглого стола развития музеев государственности в России, директору Якутского государства Объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского, кандидату исторических наук Николаю Дмитриевичу Бугаеву. Пожалуйста, Николай Дмитриевич. Добрый день, уважаемые участники конференции. Наш круглый стол работал сегодня утром. Было у нас 9 докладов. Участвовали наша музейная общественность, научная общественность и наши студенты. Вот. Ну, по итогам, если кратко говорить, по итогам нашего круглого стола в резолюцию мы будем ставить вопрос о том, чтобы разработать и вынести на обсуждение научного музейного сообщества и общественности республики концепцию развития музеев государственности в республике Саха-Якутия. И второе – это обсуждение вопроса о создании единого музейного комплекса по истории государственности республики Саха-Якутия. Вот у нас вот основные такие итоги. Спасибо. Спасибо. Сейчас я хочу попросить дальнейшее ведение моего коллегу Петра Васильевича Гоголева. Петр Васильевич, с присущей вам организованностью, я думаю, что мы намеченные сроки завершим нашу конференцию, но при этом, конечно, нам бы хотелось услышать хорошие идеи, хороший состоялся бы разговор. Пожалуйста, Петр Васильевич. Модераторов мы сейчас приступаем к выступлениям участников конференции. Я напоминаю регламент, который мы утвердили на оргкомитете и который просим вас придерживаться строго, это до 7 минут. Я прошу подключиться декану юридического факультета Московского гуманитарного университета, доктора юридических наук, доцента Ольгу Дмитриевну Максимову. Тема выступления «Политика советского государства в сфере федеративных отношений 1918-1937 годы и развитие теории федерализма в отечественной юридической науке». Пожалуйста, Ольга Дмитриевна. Спасибо, Петр Васильевич, за предоставленное слово. Постараюсь вложиться в регламент. Ну и вообще я хочу поблагодарить участников, поблагодарить Михаила Ефимовича, Николаев-центр, юридический факультет Северо-Восточного факультета Государственного университета за то, что организовали такую прекрасную, важную и очень торжественную конференцию, посвященную Дню государственности Якутии, Республики Саха-Якутия. Значит, во-первых, хочется сказать, что якутская государственность тесно связана с развитием советского федерализма. Поэтому я выбрала вот ту тему, которую назвал Петр Васильевич. Прежде чем приступить к анализу политики советского государства, я бы хотела назвать 4 очень важных правовых акта, которые лежат в основе Советской Федерации. Ну, во-первых, это Декларация прав народов России 1917 года, где впервые провозглашено право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Надо сказать, что этим документом впервые в мире советское государство признало это важнейшее коллективное право народа. Второй документ – это Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая была принята в январе 2018 года на Третьем Всероссийском съезде Советов. И этот документ тоже очень важный, потому что до его принятия Россия была унитарным государством, а начиная с января 2018 года оно становится государством федеративным. И важна статья 2 декларации, где говорится о том, что Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как Федерации Советских Национальных Республик. Третий документ, который нужно обязательно назвать, это Конституция РСФСР 18 года. Здесь статья 11 говорит о том, что советы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, могут объединяться в автономные областные союзы. И эти автономные областные союзы входят в состав Российской Федерации. Юридическое значение этого документа в том, что был утвержден национально-территориальный принцип организации Советской Федерации. Надо сказать, что мировая практика вообще-то идет по другому в основном пути, это территориальный принцип федерации. Ну и, наконец, еще один важный документ, который лежит в основе федеративных отношений, это Конституция СССР 24 года,
который содержит главу 2 о суверенных правах. Здесь дается понятие суверенитета союзной республики, статус которой был выше статуса автономной республики. И, как известно, впоследствии именно это приведет к драматическим событиям в Якутии 1927-28 годов. Ну, теперь позвольте приступить к изложению особенностей политики советского государства в сфере федеративных отношений. Я это делаю на примере ЯССР. У меня выделено всего 6 особенностей. Вот, конечно, их может быть гораздо больше, но это такое, знаете, в общем, наверное, ну, может быть, самое важное с моей точки зрения вот, по изучению, да, вот этой темы, поскольку все-таки конференция заставляет задуматься вот о таких проблемах, как вот государственность Якутии в системе, да, Российской Федерации и советского государства. Ну, во-первых, это классовость Советской Федерации, поскольку только представители партии большевиков участвовали в организации якутской советской государственности. Самые известные представители якутских большевиков – это Амосов, Аюнский, Барахов. И можно сказать, что представители остальных партий считались вообще-то контрреволюционерами. Для построения классовой государственности проводилась политика классового расслоения населения. Например, об этом говорилось в постановлении Якутского губревкома об изоляции тайонов и кулаков от 29 сентября 2021 года. Следующая особенность, которая характерна была для Якутии как отдаленного региона – огромная оторванность якутских товарищей. Об этом, кстати, писал Емельян Ярославский, и отсюда не всегда удачное самостоятельное творчество, которое было со стороны вот как раз якутских товарищей в момент создания якутской государственности. Следующая особенность – это предоставление прав народам, то есть автономии, как способ привлечения на сторону советской власти. И здесь прежде всего речь идет о реализации принципа национально-территориального, который был закреплен в Конституции 18 года. По этому поводу известный специалист по истории советского федерализма Олег Иванович Чистяков писал, что Советская Федерация – это способ решения национального вопроса. Благодаря тому, что большевики создали федеративное государство, практически удалось сохранить ну, почти большую, всю, скажем так, да, почти всю территорию бывшей Российской империи в составе Советского Союза. Ярким примером удачного применения нормативного акта, в котором провозглашалась национальная автономия, может считаться манифест Якутского ревкома от 22 апреля 2022 года, который был подписан председателем Платоном Алексеевичем Слепцовым-Аюнским, членами ревкома Донским, Бараховым, Эренбургом, Браташ и Николаевым. Следующая особенность советского федерализма, если мы берем пример Якутской автономной республики. Здесь видна решающая роль местных национальных кадров в становлении национально-государственных образований в составе РСФСР. Причем наиболее организованная часть общества, якутская интеллигенция, сформировавшаяся в дореволюционный период, в этом отношении оказалась невостребованной. А на стороне большевиков оказались очень молодые 20-летние люди. Так, например, Аюнскому было 24, Амосову 20 лет, а Барахову 19 лет к моменту начала революции. Ну, дело в том, что они восприняли учение марксизма, например, через кружок «Юный социал-демократ», которым руководил Емельян Ярославский. Следующая, пятая особенность. Практика федеративных отношений осуществлялась без теории, то есть методом проб и ошибок. Поэтому были очень серьезные перегибы и исправления ошибок. И многие деятели пострадали. Причем противников советской власти называли белобандитами и подвергали массовому террору. Причины, которые привели к восстанию якутов, первому, кстати, восстанию, очень такому драматическому, даже трагическому 21-22 годов, назывались пояснительные записки якутского большевика Исидора Барахова в марте 28 года. Вот, я бы здесь это процитировала, потому что записка, она является архивным документом, хранится в Национальном архиве Республики Саха-Якутия. В ней говорится об игнорировании национальных требований населения и извращением в целом национальной политики партии советской власти. Сопротивление и нежелание со стороны местных организаций РКП провести советскую национальную автономию, урезка административных прав Якутии, превращение ее в район Иркутской губернии. Все это рассматривалось населением как проявление худшего великорусского шовинизма и акт национального угнетения.
О том, что вышеназванные драматические события относятся к эксцессам и являются перегибами, свидетельствует, например, то, что в настоящее время практически все участники тех событий в Якутии реабилитированы. Ну и, наконец, шестая особенность политики советского государства в сфере федеративных отношений может быть выражена таким образом. Демократизм советской власти привел все-таки к созданию федерации, а важным качеством советского федерализма была его ориентированность на решение насущных проблем на местах, то есть проблемно-ориентированный характер Советской Федерации. О том, какие именно проблемы решались, можно узнать, например, из документов якутских съездов Советов, которые проводились с 22 по 1937 год, и являются вот эти постановления очень ценным источником информации о якутской государственности. Ну и здесь можно, например, назвать такие конституционные и представительские вопросы, как добиться поддержки со стороны населения, организовать систему органов власти, утвердить Конституцию ЯССР, разрешить территориальные споры. Также решались актуальные задачи, например, по отчету правительства отмечена правильность политики правительства по проведению якутизации государственных органов управления и организаций. По торговле было признано основной задачей госторговли и кооперации определить снабжение якутского населения дешевыми товарами широкого потребления на основе коммерческой целесообразности развития сельского хозяйства. Ну, также можно назвать постановление 3-го Якутского съезда от 22 декабря 1924 года об отмене Колыма, где было отмечено, что одним из видов эксплуатации и бесправия женщин в Якутии является Колым, превращающий якутку в предмет сделки, выгод и расчетов третьего лица, помимо ее желания, лишающий ее свободного выбора мужа на основе обоюдной взаимности. Кроме того, на 3-м съезде было принято постановление о помощи малым туземным народностям Якутии и о местной конституции Якутской АСР. Кстати, местная она называется потому, что так и не была утверждена высшими органами власти Российской Федерации. Ну и поскольку я в докладе также еще заявляла о теоретическом обосновании отечественного федерализма, то хочется здесь сказать о том, что крупнейшими специалистами по отечественному федерализму могут считаться Олег Иванович Чистяков, Давид Львович Златопольский, Вениамин Евгеньевич Чиркин, Сурен Адибекович Авакян. Школы профессоров МГУ Чистякова и Авакяна были нацелены на поддержку воспитания национальных научных кадров, что, несомненно, привело к укреплению основ федерализма в России. А работа Чистякова «Конституция РСФСР 18 года» – это классический труд по истории отечественного конституционализма и в том числе по вопросу о создании Советской Федерации, который служит одним из важнейших пособий для подготовки юристов в МГУ имени Ломоносова и в настоящее время. Важно отметить, что ученые, якутские ученые-юристы внесли свой весомый вклад в разработку проблем федерализма. Так, первый доктор юридических наук из якутов Михаил Михайлович Федоров в 1968 году завершил исследование развития советской государственности в Якутии с 17 по 1937 год. Государственно-правовой статус ЯСР и Республики Саха-Якутия изучен Дмитрием Николаевичем Мироновым, Александром Николаевичем Кинкименом, Петром Васильевичем Гоголевым, Татьяной Спартаковной Ивановой, Альбиной Афанасьевной Степановой, Ольгой Юрьевной Ильиной. Важным источником для изучения якутской государственности и проблем федерализма являются труды первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Таким образом, ученые-юристы, начиная с 60-х годов, изучили отечественный федерализм и создали его научную теорию, на основе которой и в настоящее время развиваются федеративные отношения в Российской Федерации. Необходимо также отметить, что большой вклад в изучение федерализма в советский период внесли историки, в том числе Якутская историческая школа. И здесь стоит особо выделить труды Георгия Прокопьевича Башарина, Гавриила Георгиевича Макарова, Егора Егоровича Алексеева, Егора Петровича Антонова. Таким образом, период с 22 по 1937 год можно считать периодом становления Отечественной Федерации. В последующее время происходило развитие и осмысление федеративных отношений. Несмотря на названные достижения, отечественная наука и практика нуждаются в качественных исследованиях природы отечественного федерализма, его правового закрепления и развития в связи с изменением в условиях жизни российского общества и особенностями регионов Российской Федерации.
Таким образом, данное направление остается актуальным, и проблемы федеративных отношений в современной России требуют анализа, а реальные отношения требуют модернизации и внедрения новых современных методов управления и новых правовых средств регулирования. Я думаю, что я уложилась в регламент. Петр Васильевич. Выступлением. Да. Да, очень... Да, позволь. Да, пожалуйста, Евгений. Вы хотели... Да, я закончила, да, поэтому я считаю, что я Спасибо. выполнила Спасибо, ваше коллеги. задание. Да, спасибо, да, за слово. Спасибо, коллеги. Далее, ввиду того, что мы сейчас в основном будем работать в онлайн-режиме, я прошу техническую службу очень внимательно следить за программой, смотреть подключение или технические сложности для наших записавшихся. У нас их много, коллеги, поэтому я прошу техническую службу быть внимательным. Далее, из-за того, что мы сейчас будем в онлайн-режиме работать, я буду, кроме того, что буду озвучивать выступающих, также просить коллег, которые последуют за этим выступлением, которых последует, тоже буду их озвучивать. Поэтому прошу быть очень внимательным с технической стороны обеспечения вашей связи. Так, слово для выступления предоставляется члену-корреспонденту Академии наук Республики Башкортостан, доктору политических наук, государственному секретарю Республики Башкортостан в 1994-1998 годах Мансуру Анваровичу Аюпову. Так, Мансур Анварович на связи? Так, коллеги, пока Мансур Анварович будет налаживать связь, я прошу подключиться тогда с темой выступления «Исторические предпосылки и условия формирования государственности хакасов к 30-летию Республики Хакасия» Мамышеву Елену Петровну, профессора кафедры истории России Хакасского государственного университета имени Катанова, доктора исторических наук, доцента. Пожалуйста, Елена Петровна. Чалахай кунang харлы харгыстар хакас шунның адның сырырны пуйлу кунang алгыстап шам хас полыңар толстарын тузумлых ползын салтарлых. Дорогие друзья, от имени всего хакасского народа я позволю поздравить дружественный братский якутский народ с Днем Государственности, пожелать в дальнейшем всему народу Якутии процветания, здоровья, благ, тепла, мира и всего самого наилучшего. Спасибо, Елена. Мне очень волнительно участвовать, пусть в таком режиме, в работе вашей конференции. Тема эта мне очень близка, и я очень благодарна организаторам этой конференции за приглашение. Ну и в нескольких словах в рамках предоставленного мне времени я остановлюсь именно на тех моментах, которые вот озвучены в названии моего доклада. Я хочу сказать, что 2021 год для Хакасии также является юбилейным. Исполнилось 30 лет со дня образования Республики Хакасия. За скромный по историческим меркам период существования Хакасии в качестве самостоятельного национально-территориального субъекта России вместе со всей страной республика прошла огромный путь преобразований. Ну и при этом, конечно, были приложены все усилия для того, чтобы сохранить верность вековым, культурным, историческим традициям древней хакасской земли. 30-летие республики является поводом еще раз обратиться вот как раз к историческим предпосылкам и отдельным этапам формирования государственности Хакасии. Безусловно, возникновение государственности Хакасии явилось результатом длительного развития и взаимодействия многих процессов этнических, социально-экономических, культурных, общественно-политических. Безусловный интерес представляет становление государственности Хакасии уже в составе российского государства. С вашего позволения я вот как раз на этих моментах и остановлюсь.
Процесс вхождения Хакасии в состав Российской империи фактически завершился в августе 1707 года. В честь этого события, значит, был сооружен Абаканский острог. Под стенами нового острога представители хакасов приняли присягу на верность русскому государю и перешли к нему в подданство. А территория Хакасии превратилась в неотъемлемую часть российского государства. Князья из правящего рода кыргыз утратили свое политическое господство и были уравнены со своими бывшими подданными. Территория некогда единого хакасского государства была разделена между Кузнецким, Томским и Красноярским уездами. Административным центром киргизской землицы стал Абаканский острог, в котором была размещена управительная контора, которая ведала гражданскими, уголовными делами подведомственного русского и коренного населения. В повседневной жизни хакасов значительную роль играла феодальная верхушка, которая сохранила за собой экономическую власть. Во главе отдельных улусов, состоявших из нескольких юрт, стоял старшина. Улусы образовывали волости, а волости – землицы. Управление землицами поручалось князцам, назначаемым царскими властями из числа родоплеменной знати. Являясь значит, проводниками царской власти, они имели административные и фискальные функции. Помощниками башлыков выступали исаулы, обязанностью которых был в основном, конечно, это сбор исака и выполнение мелких административных функций. Изменения в политико-правовом статусе хакасов произошли в соответствии с реформой, проведенной известным государственным деятелем Михаилом Михайловичем Спиранским. Я напомню, что данная административная реформа включала в себя целую серию законов, но я бы хотела остановиться вот как раз интересном как для хакасского народа, так и для якутского народа уставе об управлении народцев. В соответствии с уставом об управлении народцев территория компактного проживания хакасов вошла в состав Минусинского, Ачинского округов новообразованной Енисейской губернии. Ну вот, кстати сказать, упоминавшийся Сибирский исторический форум в Красноярске на прошлой неделе, он также проходил под как раз вот юбилеем Енисейской губернии. В соответствии с уставом об управлении народцев, который, в общем-то, вносил определенный порядок в жизнь коренных народов края, были созданы степные думы, органы инородческого самоуправления. Значит, Качинская, Кайбальская, Соединенных разнородных племен и Кызыльская. Думы объединяли несколько родов ведомства и состояли из родоначальника и избранных заседателей, количество которых зависело от принятого обычая или решения родовичей. Степные думы подчинялись окружному начальству и енисейскому губернатору, без утверждения которых любое думское решение было недействительным. Компетенции органов степного самоуправления относились к исполнению указаний царских властей, распределение повинностей и сборов, хозяйственные вопросы, учет населения и его имущества, поддержание правопорядка и удовлетворительного санитарного состояния в улусах. Во второй половине XIX века произошли качественные изменения в правительственной политике по отношению к народам Сибири. Сибирское учреждение, в том числе и устав об управлении народцев, стали признаваться ныне потребностям края уже не соответствующими. И было высказано стремление привить к Сибири общие жизненные начала, которые усвоились прочими частями российского государства. В дискуссиях красной нитью проходило восприятие Сибири как части российского государства, уже не требующей особой системы управления. Будущее сибирских народов виделось в переводе на оседлость, приобщении их к православию, унификации управления ими по образцу русских переселенцев. Изменения, которые были внесены в устав об управлении народцев, а также реорганизация степных дум у хакасов, вызвали к жизни новый закон под названием «Положение об инородцах».
Вслед за этим законом в конце 1892 года, то есть в конце 19 века, вышло предписание иркутского генерал-губернатора об ликвидации степных дум на территории Енисейской и Иркутской губерний и окончательного учреждения вместо них инородных управ. Дальнейшие изменения в административно-территориальном устройстве хакасов были связаны со Столыпинской аграрной реформой. В 1911 году хакасы были перечислены из кочевых в оседлые, ну и в соответствии с этим инородные управы были преобразованы в волости. И эти волости создавались наподобие русских волостей. Я уже здесь не буду перечислять, какие волости были, затем в материалах конференции все укажу. Органами волостного управления являлись волостной сход, волостной старшина, волостное управление и суд. С введением волостных учреждений из административного устройства хакасов исчезли традиционные учреждения, подразделения на родовые управления. И волостная реформа привела к трансформации родовой структуры управления хакасов в территориальную, которая выстраивалась без учета специфики социально-экономических особенностей минусинских и ачинских инородцев. Но, кстати сказать, наименование минусинские и ачинские инородцы обозначает сословие, и это наименование, я еще раз повторяю, было прикреплено в соответствии с уставом об управлении народцев. Ну и в этой связи в условиях революции 1905 года, февральской революции 1917 года на территории проживания хакасов активизировалось национальное движение. Участники национального движения, конечно же, обращали внимание на необходимость объединения инородцев Минусинского и Ачинского округов в единую территориальную единицу. Предлагались различные варианты. Ну и надо отметить, что в 2017 году весной, летом прошли съезды инородческого населения Минусинского и Ачинского уездов. И на одном из съездов было принято решение именовать население Хакасии хакасами. И в 2017 году у нас в Хакасии прошла конференция, посвященная столетию имени хакасов. Вот. Ну а с началом уже советской власти надо отметить участие Минусинского совета и Ачинского совета как раз в решении национального вопроса. Я так полагаю, что внимание на решение этого вопроса было обращено неспроста. Активисты национального движения, к тому времени, к счастью, еще не попавшие под репрессии, в общем-то, этот вопрос будировали, ставили на повестку дня. Ну и вот как только советская власть установилась, значит, были разработаны положения о суде хакасов, положение о хакасском степном самоуправлении. Но в связи с тем, что началась гражданская война, все эти процессы были приостановлены. И только с окончанием гражданской войны на территории Хакасии власти вновь обратились к решению вопроса вот как раз хакасского национального. И в 1923 году было принято решение о создании Хакасского уезда. Ну, надо отметить, что Хакасский уезд по своему политико-правовому статусу, он отличался от национально-территориальных образований, и, в общем-то, национального характера в нем не хватало. Поэтому, конечно, получение статуса уезда общественность не устраивала. Но в 1925 году Хакасский уезд был преобразован в округ, но это никак не связано с решением вопроса о национальном самоопределении, просто менялось районирование, то есть из обихода ликвидировалось понятие уезд, поэтому Хакасский уезд стал Хакасским округом. Но надо отметить, что статус Хакасского округа
также не устраивал народ Хакасии, поэтому вопрос о повышении политико-правового статуса по-прежнему являлся актуальным. Ну и итогом всех этих обращений, рассмотрений на различных уровнях явилось решение Президиума в ЦИК о преобразовании Хакасского округа в автономную область в существующих границах. Но надо отметить, что Хакасская автономная область не знает своего существования вне краевого объединения. Первоначально Хакасская автономная область вошла в состав Западно-Сибирского края. Это было до 1934 года. А вот с 1934 года по 1991 год Хакасия являлась составной частью Красноярского края. Ну, здесь уже не вдаваясь в подробности тех изменений, которые произошли в 90-е годы, я лишь отмечу, что в интересах дальнейшего политического, социально-экономического и культурного развития Хакасии в августе 1990 года Совет народных депутатов Хакасской автономной области принимает решение о преобразовании ее в существующих границах в Хакасскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Депутаты обратились с соответствующим заявлением в Верховный Совет России, который принял закон в декабре 1990 года об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР. Последний послужил основанием для выведения Хакасской автономной области из состава Красноярского края. Второй закон от 3 июля 1991 года о преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР повысил политико-правовой статус Хакасии. Из автономной области она была преобразована в Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. А уже в январе 1992 года наименование Хакасской СССР снова изменилось просто на Республику Хакасия. Правовое положение современной Республики Хакасия определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Хакасия. Но следует подчеркнуть, что 1990-е годы явились для хакасского народа такими ключевыми. Государственность Хакасии была возрождена, и статус республики, вот именно он позволяет говорить о том, что хакасский народ получил свое национально-государственное определение. В соответствии с этими изменениями с начала 1990-х годов... времени нужно? Все, я уже завершаю. Хакасия имеет свое законодательство, имеет свои органы государственной власти, законодательную, исполнительную. Но надо отметить, что 30-летие республики, это, я еще раз повторяю, небольшой срок. И перед Хакасией, разумеется, стоят очень многие проблемы, в решении которых должны принять участие и ученые, историки, и... Перед нами, одним словом, очень много задач, и мы надеемся, что наши исследования, наши рекомендации будут властями услышаны, и наша республика, и вообще все сибирские республики будут, и не только республики Сибири, а все Российской Федерации, все 22, будут процветать. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Елена Петровна. Мы всегда внимательно следим за развитием Республики Хакасия, родственного народа. Бывает так, что и на уровне Российской Федерации воспринимают якутский народ, хакасский народ как части одного цельного в прошлом тюркского большого народа. И это понимание до сих пор в Российской Федерации есть и остается. Особенно это важно укреплять между нами, в дальнейшем укреплять, да, наши связи. И нам очень приятно, что вы подключились и приняли участие. Спасибо, Елена Петровна. Спасибо большое, успехов вам.
вашей конференции. Всего вам самого доброго. Я прошу подключиться декана факультета экологии и менеджмента Бишкекского гуманитарного университета имени Карасаева, доктора географических наук, профессора Мирлана Мухтаровича Дылдаева с темой «Экономические и культурные взаимоотношения Республики Саха-Якутия, Кыргызской Республики». Прошу подготовиться Файзулина Фаниля Саитовича. Пожалуйста, Мирлан Мухтарович. Спасибо. Меня слышно? Да, слышно, Мирлан Мухтарович. Добрый день, уважаемые участники научно-практической конференции «Происхождение народа Саха и развитие государственности Якутии в составе России». Я рад приветствовать всех участников столь важного мероприятия, а также хочу выразить признательность организаторам за предоставленную возможность быть участником на этой площадке в формате онлайн-встречи. Действительно, очень много общего и в историческом контексте, и в экономическом контексте, и в культурном контексте между нашими странами. Я бы хотел небольшие моменты осветить в своем докладе, который называется «Экономические и культурные взаимоотношения Республики Саха, Якутии и Кыргызской Республики». С момента обретения независимости Кыргызстаном в новейшей истории Российская Федерация стала стратегическим союзником, основанной на добрых и доверительных отношениях, которые сложились на протяжении общей советской истории. В настоящее время Кыргызстан поддерживает связь со всеми субъектами Российской Федерации, и, конечно, одним из таких является Республика Саха-Якутия. Наше государство связывает не только общность культуры и истории, но и современные культурные и экономические связи. Представители Республики Саха, как и основная часть граждан Кыргызской Республики, являются тюркоязычными странами. По мнению отдельных ученых, существующие исторические традиции связывают происхождение южных истоков якутской культуры, которое шло в тесном контакте с культурой енисейских кыргызов. Известная в исторической литературе культура Курыкан существовала в VI-X веках на обширной территории Прибайкалья. Это низовья Селенги, долина Баргузина, до верховья Лены, Верхнеленска. В итоге этноформирование наших народов происходило в результате долгих историко-культурных и этнических связей тюрков, монголов, и других представителей, которые некогда заселяли ту область. Таким образом, по мнению академика Кладникова, Центральная Азия, Южная Сибирь были первой родиной народов Республики Саха. И мы, представители Кыргызстана, считаем Южную Сибирь также своей родиной, исходя из одной из исторических фактов, что мы являемся переселенцами, одна часть кыргызского этноса, то есть кыргызов, переселилась как раз из берегов Енисея. Якутско-кыргызские взаимоотношения рассматриваются в трудах многих ученых, культурологов, историков, археологов. Можно отметить работы Константинова. В ней автор, разбираясь исторические предания якутов в своем происхождении, среди различных племен, принимавших участие в формировании якутского этноса, называют и племя кыргыз, который сопоставляют с енисейскими кыргызами. Предположение о том, что якутские предания речи идет именно об енисейских кыргызов, Константинов указывает на наличие многих схожеств по укладу жизни, увлечением, и возделыванием животных, скажем, то есть выращиванием животных, лошадей, а также характерный способ погребания, имевшийся в те времена у народов Саха и кыргызов, и других ряд признаков. Таким образом, Южная Сибирь является очагом зарождения этнокультуры народов Саха и кыргызов.
Несмотря на, как многие ученые, как многие политики и ряд деятелей говорят, несмотря на территориальную отдаленность друг от друга и отсутствие прямых в настоящее время таких связей, у обоих народов наблюдается общность в культурном взаимодействии, унаследованная и имеющая глубокие исторические корни. Конечно, долгое время все эти народы в результате различных миграций, смешивания с другими народами претерпели заметно большие изменения, различные исторические контексты, которые происходили на территории Республики Саха и также на территории Кыргызской Республики, дореволюционный период, после становления советской власти и в период независимости определила общий ход развития исторических процессов. Но тем не менее, значит, укрепление культурных и гуманитарных связей, оно шло все время и как бы пропитано духом единства и культурного воссоединения. В формате и в настоящее время в рамках Евразийского экономического союза как бы эти традиции усиливаются. Если мы возьмем в историческом контексте культурное взаимодействие, то первые дни кыргызской, значит, ознакомления с культурой Кыргызстана в Республике Саха состоялось полвека назад, вернее в 1966 году. В рамках дней в Наамском Улусе прошли юбилейные мероприятия по увековечению памяти Максима Амосова, имя которого тогда только возвращалось всему советскому народу. В знак дружбы народов на Наамской земле установили традиционную коновяз Сергея с памятной табличкой участникам недели кыргызской литературы. В 1966 году состоялось издание первого сборника и переведено на якутский язык трудов Чингиза Айтматова. Это «Верблюжий глаз», «Джамиля», «Первый учитель», «Материнское поле» и ряд других. В последующем, вот уже в новейшей истории, после обретения независимости, в 2014 году в рамках соглашения Кыргызской Республики и поддержки между странами Республики Саха и Кыргызстаном, значит, был переведен эпос Манас, кыргызский эпос Манас на якутский язык и эпос Олонхо с якутского на с языка Саха на кыргызский язык. Вот такие вот культурные связи, которые обогащают народ и значит, воплощают в жизнь культурное взаимодействие. Следует отметить так, что в 2015 году президент Кыргызской Республики и председатель Государственного собрания Иль-Тумен Республики Саха Александр Жирков обсудили дальнейшие этапы культурного гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Саха. Подчеркнули важность продолжения совместной работы по активизации и углублению двухсторонних связей. Следует отметить, что Александр Жирков, как вице-президент Международной ассоциации эпосов народа мира, способствовал популяризации эпоса Манас, произведений Чингиза Айтматова и других кыргызских авторов, а также вел активную работу по увековечению памяти государственного деятеля Максима Кировича Амосова. Мы глубоко чтим и уважаем память о Максиме Кировиче Амосове. Так, в его честь у нас сейчас в республике, в столице названа улица в его честь, написаны книги, идут театральные постановки. Значит, была установлена в доме, где он проживал, мемориальная табличка с его барельефом. В центре столицы Кыргызской Республики установлен мемориальный бюст этому выдающемуся деятелю. Хотя он и прожил на кыргызской земле немало, являлся, значит, занимал пост председателя Верховного Совета, но вот этот короткий промежуток времени, то, что он прожил, он оставил огромный след в истории кыргызского народа, как яркий и видный деятель в политической сфере молодого советского государства.
Конечно, и кроме культурного взаимодействия, у нас есть и экономические точки соприкосновения с Республикой Саха. Мы знаем, что в реализации ряда инвестиционных проектов, в части, например, строительства и освоения крупных месторождений в Устьянском районе Якутии, проект по модернизации судоверфи на реке Лину, там, по строительству мостов через Лен, ну и так далее, и так далее. То есть очень много проектов. И, конечно, наши граждане Кыргызской республики, они сейчас, находясь в трудовой миграции, а их очень много, и находятся в республике Саха, участвуют в трудовой миграции, вкладывают свои силы в развитие в двухсторонних отношениях. Конечно, мы бы хотели бы наладить хорошие экспортно-импортные отношения с Республикой Саха, но я думаю, поступательное движение в рамках Евразийского экономического союза, в рамках отдельных направлений, возможно, оно в дальнейшем будет иметь тенденцию роста. Мы бы хотели бы, например, развивать и сотрудничать в сфере продовольственной безопасности, в сфере химической промышленности с вами. То есть тот опыт, который у вас есть, и тот потенциал, экспортный потенциал, который вы имеете в настоящее время по ряду отраслей промышленности, он очень интересен и важен нам. И в рамках экономической связи, конечно, сфокусировано в этих направлениях, в рамках ЕС. Конечно, к этому шли определенные договоренности, есть отдельные документы, заключенные между Республикой Саха и Кыргызстаном, особенно после обретения независимости. Это вот соглашение между правительством Кыргызской республики и правительством Саха о производственной кооперации, которое бессрочное соглашение, соглашение о принципах торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между нашими странами, еще подписано в 1996 году, также имеющее как бы бессрочное сотрудничество. Очень много документов, которые позволяют сотрудничать в области культуры, образования и науки между нашими странами. И мы заинтересованы в развитии экономических взаимоотношений с Республикой Саха, как с братским народом, с близким нам по духу, по образу жизни, по ментальности. В условиях глобализации мы должны, конечно, друг к другу тянуться, искать контакты во всех сферах жизнедеятельности, и в экономической сфере прежде всего, и в культурно-гуманитарном сотрудничестве. И общность истории, в далекой истории, общность современной истории, это, мне кажется, позволяет это нам сделать. И я надеюсь, что это получит поступательное движение между нашими странами. Пусть это будет в контексте Евразийского экономического союза, пусть это будет в контексте, в формате двухсторонних взаимоотношений между нашими странами, Республикой Кыргызстан и Республикой Саха. Мы могли бы поставлять сельскохозяйственную продукцию, которая у нас есть, как южная страна, как Южная Республика, по бахчевым культурам, по многим овощам и фруктам. У нас практически в республике климатические условия позволяют выращивать все виды субтропических культур, которые характерны для умеренного пояса южных широт и так далее. То есть, я думаю, здесь нам надо только усилить наше партнерство и сделать прорыв именно в экономическом взаимодействии между нашими странами. Спасибо, Нурлан Мухтарович. Мы очень рады. Спасибо вам. Да, действительно, взаимоотношения Республики Саха-Якутия и Кыргызской Республики из года в год с каждым днем они укрепляются. И не только в рамках трудовой миграции, но и других экономических проектов. Мы всегда знаем, что братская Кыргызская Республика в этом отношении является надежным партнером Российской Федерации в целом и в частности Республики Саха-Якутия. Я прошу подключиться Файзуллина Фанира Саитовича,
главного научного сотрудника Института гуманитарных исследований Республики Башкортостан, академика Академии наук Республики Башкортостан, доктора философских наук, профессора. Пожалуйста, Фанир Саитович, подготовиться Мустафиной Айнас Мунировне. Меня слышите? Да, прекрасно слышим, Фанир Саитович. Спасибо. Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность за приглашение участвовать в вашем форуме. И мне приятно еще потому, что я общаюсь с коллегами якутскими, поскольку в вашей республике уже неоднократно мне приходилось быть и общаться, и обогащать свое знание, по крайней мере, по ряду отраслей знания. И дружба наша началась еще в то время, когда в Башкортостане, как и в республике Якутия-Саха, создавалась Академия наук. Я помню Филиппова, которым нам приходилось часто встречаться, часто общаться, передавать друг другу определенные, так сказать, пути решения тех сложных проблем, с которыми мы тогда сталкивались. Я общался с некоторыми профессорами, академиками, в том числе философами, в частности, Ахаровым. Я думаю, у нас еще какие-то будут и в будущем встречи, ибо Академия наук, Национальная академия наук являются, так сказать, продуктами формирования, повышения авторитета республик, формирования по-настоящему суверенности этих национально-территориальных образований. И, естественно, здесь есть над чем думать, и в то же время нам необходимо еще многие проблемы изучать для того, чтобы, по крайней мере, более интенсивно развивалась в нашей республике. И создание Академии наук, как Якутия, Саха и Республики Башкортостан, стали фундаментом создания очень серьезных научных трудов. Чтобы не быть голословным, я только в гуманитарной области назову два-три примера. Это создание семитомной истории башкирского народа. Это семитомная энциклопедия на русском, на башкирском языках, и о которой сейчас переводится, завершается перевод и будет издана на английском языке. Это монография, которая по существу, двухтомная монография, которая обобщает те социально-экономические, политические изменения, которые произошли в нашей республике за последние, по крайней мере, 25-30 лет. Поэтому, я думаю, сложились уже достаточно хорошие традиции в Академии наук, и дай Бог, чтобы мы дружно, совместно изучали, обсуждали и издавали серьезные фундаментальные труды. Что же касается моего выступления, доклад я очень такой тезисный, только в форме постараюсь изложить, чтобы не слишком много занять у вас время. Тема моего доклада называется «Этнический фактор как потенциал развития современного общества, и в том числе регионов». Анализ действительно изучения проблем развития современного общества свидетельствует о возрастании роли этнического фактора в социальных процессах. Это детерминировано рядом явлений, такими как расширение границ этнического бытия, глобализация, повышение взаимозависимости этнических сообществ в мировом пространстве, существующие в обществе, не только существующие, но даже увеличивающие социальные различия между различными этническими сообществами. Это нарушение прав народов на самоопределение в некоторых регионах, повышение уровня этнического сознания и самосознания, и особенно этнического политического сознания. И роль и значение этого феномена в социальном прогрессе определяет актуальность, поэтому активизация фундаментальных исследований в этой области. А вместе с тем, если анализировать литературу, посвященную проблемам межнациональных отношений, мы видим, в общем-то, различные подходы.
к пониманию роли этнического составляющего процесса развития общества. Я уже не буду анализировать, они достаточно известны. Лишь мне хотелось отметить сейчас, что будущего специфичная, уникальная этничность нашла свое воплощение в материальных и духовных ценностях, производстве, быту, культуре, различных традициях, языках и так далее, и так далее. И, естественно, в менталитете и в сознании, самосознании народов. Приверженность людей своим этническим факторам, культуре, языку нельзя трактовать лишь как дань традициям и уважение своих корней, или же лишь как чувство принадлежности к воображаемым сообществам и мифам. Научный анализ дает основание, что этничность есть более сложное и многогранное явление, которое дает основание, что этничность есть один из главнейших факторов вообще прогресса общества, явление, обладающее огромным потенциалом развития. И этническая идентичность. Поэтому этничность должна изучаться достаточно серьезно. Общественная практика свидетельствует сегодня уже о том, что политика стирания, растворения этнического многообразия приводит как к обесценению жизни, ослаблению жизненной энергии общества и человека, так и к снижению уровня реализации своего этнического потенциала, и в результате которых она наиболее неизбежно становится причиной распада государства. На рубеже конца 20-го и начала 21 веков наглядно показали уже, что этническое духовное начало значит для индивида гораздо больше, чем его принадлежность к политическим партиям, социальным группам и сообществам, общественной или другой организации, даже религии. И в связи с этим это проблемой анализа общественной жизни, анализ общественной жизни дает основание утверждать, что роль этнического фактора в развитии общества и общественных отношений выступает как неформальный, на мой взгляд, регулятор общественных отношений, учитывая не только общие социальные процессы, но и вынуждая обращать внимание на те частные, так сказать, моменты, которыми обладают те или иные нации, народности. Этот неформальный регулятор, на мой взгляд, способствует более динамичному развитию, но не только самих этих этнических сообществ, но и всей общественной системы. Это, в общем-то, показывает достаточно, так сказать, обоснованно те конкретные социологические исследования, которые проводились как в Башкортостане, так и в других республиках. Роль и социально-политическое значение этнического фактора в общесоциальных процессах видится в том, что он помогает конкретизации тех программ, которые реализовываются государствами, и ведет к социальному прогрессу общности, придавая целенаправленный характер характер реализации тех интересов, которые толкают вперед, толкают на решение сложных задач. Существенное повышение роли этнического фактора в современных условиях связано с целым рядом причин. Мне кажется, прежде всего это следует назвать такие причины, как повышение уровня этнического сознания и самосознания народов, разрушение узких границ этнического бытия, вовлечение в сферу мирового сообщества, ранее которых считали самодостаточными, которые были замкнуты, изолированы от широкого общения этнических общностей таких. В конечном счете сейчас возникает необходимость
в условиях глобализации расширение, так сказать, связей. Является необходимость, когда уже явно проявляется существует еще социальное различие между этническими сообществами, решение этих вопросов, чтобы различные нации не чувствовали себя, так сказать, обделенными. Поэтому нам необходимо, в общем-то, этим проблемам обратить очень серьезное внимание. Определяя значение этнических факторов, следует подчеркнуть, что влияние его потенциала может быть двояким. С одной стороны, это может стать положительным фактором, который будет способствовать социальному различию, но в то же время это может играть и негативную роль, стать негативным фактором. И негативным становится тогда, когда он мешает социальному прогрессу, когда определенные группы людей, так сказать, борются за просто сохранение отживших социально-экономических, политических, духовных ценностей, и которые по существу в конечном счете ведут к застою, и поэтому, в общем-то, здесь проблемы становятся достаточно в связи с этим серьезной. Как одна из форм общественного сознания, этническое сознание отражает постоянно меняющееся общественное бытие, концентрируя при этом свое внимание на противоречиях между общественным и этническим развитием. Если на противоречиях между общественным и этническим развитием есть, определенные различия, если общественное мнение всего общества несколько медленнее, так сказать, реагирует на те события, которые происходят в стране, то, что касается, так сказать, решения этнических проблем. И не очень удачные решения, скажем, всегда вызывает отрицательную, так сказать, реакцию. И это становится одним из важных факторов протестного движения. Как вы знаете, что, в общем-то, здесь мы сталкиваемся с достаточно серьезными проблемами. Примеров здесь можно привести очень много. И в связи с этим, в общем-то, все эти процессы должны регулироваться, но не регулироваться такими методами, которыми регулируется тоталитарных, естественно, общество. Поэтому здесь необходимо проводить очень серьезные исследования по, так сказать, раскрытию факторов, которые способствуют ужесточению протестных движений. Малочисленные этнические группы до последнего времени в известной мере лишь этнографическим образованием или лишены реальных прав субъектности. Поэтому, мне кажется, проблема субъектности и на этой основе разработка прав этих сообществ, эта проблема остается до сих пор достаточно актуальной. И, в общем-то, на мой взгляд, мы должны думать о расширении суверенности национальных сегодня республик. Многие, так сказать, и каждый раз я удивляюсь, когда выступают, так сказать, даже претендующие стать депутатами Государственной Думы, говорят о о ремонте мостов, о строительстве какой-то детского сада и так далее. Фактически это дело исполнительных органов. А что же касается депутатов, мне кажется, здесь должны поднимать вопросы о совершенствовании законодательства. И прежде всего, мне кажется, нам необходимо сегодня в плане решения, нормального решения многих национальных проблем, это, в общем-то, расширение прав национальных республик. Мне кажется, над этим очень Фаниль Саитович. Фаниль Саитович. Да. Спасибо большое. Заканчивая, только я хотел бы сказать следующее. Поэтому, мне кажется, здесь нам необходимо очень серьезно разработать специальную социальную программу во всех национальных республиках, направленных на решение этих сложных вопросов, чтобы в конечном счете это не привело к новым противоречиям. В общем-то, а примеров здесь, в этой области, достаточно много. Хотя бы вспомним распад Советского Союза,
недалеком прошлом. Поэтому проблемы Recording stopped. остаются весьма актуальными и требуют, в общем-то, действительно решения на серьезном... Recording in progress. Фанил Спасибо. Саитович, я попрошу вас, когда мы будем над проектом резолюции, то есть резолюцией нашей конференции работать, вы направьте в адрес оргкомитета свои предложения, поскольку мы, скорее всего, резолюцию в окончательной редакции утверждать не будем, да? Я прошу вас, у вас очень интересная тема, которой вы занимаетесь, интересный доклад, и было бы очень полезно для органов власти, чтобы мы акцентировали внимание, основываясь на ваших исследованиях. Спасибо. Прошу Мустафину Айнас Мунировну, главного специалиста Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, подключиться. Тема выступления Айнас Мунировны – выставочные проекты и культурно-образовательные мероприятия Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Подготовиться Дмитрию Николаевичу Миронову. Пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. Отлично. Спасибо большое за приглашение принять участие в вашей конференции. Я надеюсь, на ваших экранах отражается моя презентация. Ничего не перекрывает, все видно. Так, тема моего доклада – выставочные проекты и культурно-образовательные мероприятия Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Музей истории государственности был образован в 2006 году и находится он на территории Казанского Кремля, входит в состав музея-заповедника Казанский Кремль. Находится в северной части, вот в этой вот части. Именно эта часть была самая древняя в Казанского Кремля, позже она будет расширена, это исторически в 17 веке произойдет. И здесь же рядом с нашим музеем находится дворец президента, резиденция президента Республики Татарстан. Здесь находится также комплекс, где кабинеты руководителей и советников президента. Другими словами, вот эта вот вводная часть о том, что музей располагается в той части, где вся основная политическая государственная работа в республике и ведется. Музей истории государственности освещает период 2000-летней истории и рассказывает об истории татарского народа, его предков, делает основной акцент на формировании государственности, от создания первых степных империй Евразии до событий новейшей истории республики. Научными сотрудниками, кто разрабатывал концепцию Музея истории государственности, являлись специалисты из Института истории имени Шахабуддина Марджани и Казанского федерального университета. Концептуальным замыслом являлось зарождение и развитие эволюции государственности ряда политических общностей тюрко-татар посредством представления знаковых артефактов. На этом слайде мы можем видеть гунские котлы. Чуть дальше представлены меч эпохи Волжской Великой Болгарии Кубрат-хану принадлежавшие. И в экспозиции представлено большое количество карт, чтобы люди, попавшие в музей, могли посмотреть и определить, где находились эти государства территориально, с кем они соседствовали. Здесь также представлены в экспозиции нумизматика, документы, фотографии. Есть информационные киоски, где можно дополнить свои знания как-то отдельно про культуру узнать, отдельно посмотреть про материальную часть, какие есть религиозные культуры. Дополнительными элементами являются интерактивные карты, которые показывают динамику, как государство образовывалось, на какие части оно потом распадалось. Также есть и аудиоточки, которые помогают немножечко расширить представление, чтобы это своего рода служит дополнительным погружением
в любом случае люди, которые приходят в наш музей, это получается таким тоже концептуальным нюансом было при создании музея, что каждый человек сам определяет для себя степень погружения. Он может вычитать все информационные киоски, посмотреть ленту времени, интерактивные элементы, либо же пройтись по верхам, ознакомиться именно с картами, чтобы общее представление иметь, и дальше уже двигаться в другие музеи Казанского Кремля. У нас разграничения представлены как древнего мира, так и современности. Здесь на кадре представлен эпоха 16-19 века, образование новых политических движений. Отдельно можно посмотреть предметы. Предметы, которые представлены в Музее истории государственной, были представлены из фондов музея-заповедника, из Болгарского государственного историко-архитектурного, Белярского государственного историко-археологического природного музея-заповедника. С архивами также ведется активная работа, и их предметы также были представлены в экспозиции. Но сама экспозиция, она рассчитана, представляет 2000 лет, и она статичная, то есть чтобы как-то расширить представление о том, как выглядели другие эпохи, может быть, более глубже представить отдельные моменты. В 2009 году в музее был образован выставочный отдел, и на протяжении 12 лет, в котором функционирует этот выставочный отдел, было проведено более 55 выставочных проектов. Одно из первых, наверное, можно отметить знаковую столицу тюрко-татарских ханств. Она была реализована в рамках программы сохранения культурного наследия «Мирас. Наследие», и позволила такой ввести вводную первый проект, который вывел опыт Музея истории государственности именно в выставочную деятельность. Следующим этапом было создание геральдические символы Татарстана, истории современности. Она была реализована к 20-летию Государственного герба республики и Геральдическому совету. Юбилейные были даты. Вообще большая часть, наверное, выставок, они и о культуре, об истории рассказывают, но и также дополняются какими-то важными юбилейными датами, позволяя так менять движение и оставаться всегда на слуху музея, позволяет таким образом. Также вы можете увидеть следующую выставку, которая в этом году снова будет мероприятие, посвященное татарскому языку. Мы видим здесь в 2016 году 5 лет прошло, и будет юбилейная выставка. Кроме того, что делаются выставки, связанные с национальными и традиционными какими-то этапами в истории, ведется еще межмузейное сотрудничество. Здесь представлены музеи, которые приезжали в Казань с проектами, с выставочными проектами, и позволяло расширить представление не только на территории Республики Татарстан, это основывалось. В прошлом году в республике была тоже юбилейная дата, 100 лет образования ТАССР. В нашем музее были запланированы 3 выставочных проекта. Вы видите название этих проектов на слайде. «Вперед в прошлое», «Первые лица республики» и «Открытый миру». Они были поддержаны на государственном уровне, был выпущен указ президента в целях широкого привлечения общественного внимания к важному историческому этапу и вошли в план по реализации культурных мероприятий. Главный, вроде бы все они про столетие, и главная цель была именно активизировать интерес молодого поколения к истории, мотивировать к исследованию исторического прошлого. Мы распределили следующим образом. Здесь представлены партнеры, принявшие участие в организации выставок. «Вперед в прошлое» проходила непосредственно в музее, в выставочном зале музея. Она была рассчитана на детей. Как мы видим, здесь представлены как раз вот эти детские персонажи, и дети знакомились с разными сферами деятельности республики. Сельское хозяйство, промышленность, заводы. Большая часть экспонатов была в открытом доступе. Здесь, например, они могли сесть в кресло самолета и попробовать себя в качестве пилота, посмотреть на костюмы команды КамАЗ-Мастер, был шлем, который они также могли примерить на себя. Отдельно были представлены предметы эпохи Великой Отечественной войны, потому что в прошлом году было 75-летие Великой Победы. И таким образом маленький зал, который в нашем музее представлен, несколько сфер жизни республики осветил. И культурную часть, и промышленную, и сельское хозяйство. Первые лица республики была посвящена руководителям республики, которые
С 1920 года отвечали за успешное развитие республики. Он был реализован на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря, на территории музея-заповедника Казанский Кремль. И разместился на 25 информационных тумбах, баннерах. Каждая тумба была летописью о жизни человека, руководившего Татарской республикой. Все биографии руководителей были представлены на платформе Easy Travel. В рамках выставочного проекта был выпущен буклет с краткими биографиями руководителей. И, если я не ошибаюсь, по статистике, по данным, которые мы выводили в конце 2020 года, ее посетило более 700 тысяч человек. То есть, так как она на открытой территории, все туристы, которые приходили в Казанский Кремль, смогли ознакомиться с ней. Это церемония открытия выставки «Первые лица республики». Закрывающей выставкой 2020 года юбилейной была выставка «Открытый миру». Она была завершающей, как я уже сказала, и представляла собой историю развития дипломатических взаимоотношений Республики Татарстан с ее международными партнерами, историю ее культурного и экономического сотрудничества, поддержания мира, стабильности между странами. И все это было показано благодаря подаркам, которые были представлены в фондах музея-заповедника. Это все, что было подарено первому президенту Республики Татарстан Ментимиру Шариповичу Шаймиеву. Вот вы можете видеть, что выставочный зал у нас, в принципе, небольшой, порядка 80 квадратных метров, но нам удается составить такие форматы, которые позволяют широкий диапазон 100 лет, в 1000 лет, может быть поменьше, может быть вглубь историю человека рассказать. Для того, чтобы... Все это выставки, это замечательно, все это направлено на то, чтобы привлечь внимание, но музей в силу своей направленности, то есть политическая история, это государственность, она бывает сложной для понимания младшим школьникам. И для этого мы реализуем культурно-образовательные мероприятия. Наиболее популярными среди наших мероприятий является квест «Тайна красной печати». И вот здесь вы можете видеть несколько кадров. Он представлен в виде квеста, и вроде бы должно быть просто такой формат увлекательный, но именно в поиске ответов в ходе этого квеста они начинают вникать больше в вопрос, стараются найти ответ, и в конечном итоге уходят наполненные и сознанием того, то есть у них остается закрепленная информация, потому что они ее сами искали и сами потом, получается, нашли. Плюс данный квест является одной из частью программы культурного дневника школьника. И ту печать, которую они находят во время квеста, они ставят в свой дневник и потом могут о нем уже более подробно рассказать непосредственно своим друзьям, родителям, либо в школе. Мероприятия, проводимые в музее, позволяют устанавливать межличностные контакты, активно обмениваться информацией. И Музей истории государственности татарского народа Республики Татарстан служит именно таким моментом развития. Он не остается статичным. Наши планы на дальнейшие работы предусматривают постоянное развитие и дополнение созданной экспозиции, новыми выставками и разработкой новых культурных образовательных программ. На этом все. Спасибо большое за внимание. Я прошу подключиться Дмитрия Николаевича Миронова, профессора кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, доктора юридических наук, профессора, с темой выступления «Обеспечение развития Конституции Республики Саха-Якутия в свете обновления Конституции России». Прошу подготовиться Самигуллина Венира Калимуловича. Здравствуйте. Меня слышно или нет? Да, слышно, Дмитрий Николаевич. Слышно, да. Спасибо. Обычно наши конференции имели узкие темы. В данном случае тематика конференции является максимально широкой. В ней представлены не только проблемы прошлого, настоящего, будущего, но и вопросы геополитического, социально-экономического развития региона. Дмитрий Николаевич, поправьте камеру. Камеру поправьте. Не видно. И государственный правового порядка. Слышно?
Слышно, но не очень хорошо видно. Если Да? вы поправите камеру, мы будем Вот еще так? и видеть. Да. Ага. Известно, что не все изменения федерального конституционного законодательства требуют внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство субъектов Российской Федерации. Не все поправки Конституции Российской Федерации влекут за собой и внесение изменения в учредительные документы субъектов. Так, до 2020 года только поправкой 2008 года, которым были дополнены статья 103 Конституции России, повлекли за собой внесение изменений в Конституцию Устава субъектов Российской Федерации. В связи с поправками к Конституции Российской Федерации, принятыми в соответствии с Федеральным конституционным законом от 14 марта 2020 года, значит, речь идет по-другому. Конечно, прежде всего впечатляет объем поправок. Они коснулись 40 статей, возникли 5 новых статей. В Конституции 1993 года внесено примерно 206 поправок. Считается, что законодательное обеспечение конституционных поправок будет означать внесение изменений и дополнений 98 федеральных законов. Профессор Авакян, оценивая содержательную сторону поправок, решительно подчеркивает, что новые конституционные нормативные установки определили на многие годы вперед государственную, политическую и общественную жизнь страны. Примечательно, что профессор Авакян определяет историческое место поправок 220 таким образом, что именно они сделали Конституцию более соответствующей современным реалиям. В этой связи возникает вопрос, какие положения поправок 220, будучи внесенными в Конституцию Устава субъектов Российской Федерации, могли бы сделать их учредительные документы более соответствующими современным реалиям. Напомним, что контекст поправок 220 можно выделять такие положения, как национально-культурная идентичность, преемственность развития российского государства, экономическая деятельность государства, погружение государства в сфере социальных отношений, солидарность во взаимоотношениях между гражданами, публичная власть, разделение властей и местное самоуправление в систему публичной власти. Среди этих положений с позиции системного подхода можно остановиться на двух: на государственном единстве и на механизме осуществления публичной власти. Итак, несколько слов о государственном единстве. В 1993 году оно было включено в преамбулу Конституции России, а теперь оно отражает в статье 67, часть 2, запрещенном в главе 3. Конституция Республики Саха-Якутия следует принципу государственного единства. В ряде статей закрепляет принцип верховенства федерального основного закона и федеральных законов. Преамбула Конституции Республики упоминает о вхождении Якутии в состав российского государства в XVII веке. Поправка 2020 направлены на углубление принципа государственного единства. Процесс поддержанный Республикой Саха-Якутия, так конституционные законы об внесении изменений и дополнений в Конституции основного закона Республики Саха-Якутия закрепляет необходимость воспитания у детей патриотизма и гражданственности. В научной литературе справедливо указывают на связь государственного единства и национально-культурной идентичности. Поправка к Конституции России непосредственно понятие национально-культурной идентичности не используется. Но в них встречается термин общероссийская культурная идентичность и основа федеральной политики в области культуры и национального развития. Государственная целенаправленность в сфере культуры связана и с конституционными конструкциями и терминами, например, культура в Российской Федерации является уникальным наследием многонационального народа, культура поддерживается, охраняется государством, статья 68. Памятники истории и культуры, общие вопросы культуры, физическая культура, культура здоровья и так далее. В Конституции Республики Саха
До 220 года перечень обязанностей государства включал охрану национальных культур и самобытности. При вынесении изменений в часть 1 статьи 32 Конституции, отражающей обязанность каждого уважать самобытную культуру, дополнен положением о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа Якутии. В Конституции Республики Саха-Якутия воспринята конституционная фраза «культура ответственного отношения граждан к своему здоровью». Государственное единство предполагает учет значимости исторических фактов. В этом плане заметно то, что в преамбуле Конституции Республики подчеркивается не только связь Республики Якутская ССР, и выделяется роль народа, предшествующих поколениям развития Якутии. В этом отношении основной закон республики отражает исторические корни успешного социально-экономического и государственно-правового становления Якутии. Можно приветствовать и включение в текст Конституции Республики положений, которые ориентируют молодое поколение в уважение к старшим, заботиться о своих родителях. Состояние государственного единства связано и с другими положениями поправок 2020, статусом государственного языка, уважением человека труда, гарантиями достоинства граждан, пенсионным обеспечением, социальным партнерством, политической и социальной солидарностью, обеспечением сбалансированности прав и обязанностей гражданин, взаимного доверия государства и общества. Сопоставление положений Конституции Республики и Конституции России по вопросам регулирования национальной культурной идентичности и относительно факторов укрепления государственного единства дает некоторые основания для следующих предложений. Первое. В части определения полномочий Государственного собрания УКН можно было бы использовать терминологию, отражающую не только охрану, но и обеспечение развития культуры народов, проживающих в Якутии. Думается, что формула вполне соответствует месте и роли национально-культурной идентичности в укреплении государственного единства. Тут фактором укрепления государственного единства становится и гарантия культурной самобытности народа. Второе. Процесс развития конституционно-правового регулирования, как мне представляется, можно было задуматься над возможностью принятия нормативного акта по вопросам организации и деятельности Музея государственности Якутии, как вполне самостоятельной структуры и разнообразной их функции, в том числе в области воспитания подрастающего поколения. Третье. Наверное, можно было выразить сожаление по поводу того, что термин «культурная свободность», введенный поправками 220 не получил в текст основного закона республики идентичного, так сказать, обобщения. И с этой точки зрения можно было еще раз вернуться к этому термину и посмотреть, в каком плане можно его использовать в обобщающих частях нашей Конституции. Четвертое. Хорошо бы дополнить текст присяги главы Республики Саха-Якутия словами «постоянно заботиться о высоком авторитете, имидже, престиже Республики Саха-Якутия». Теперь о механизме осуществления публичной власти. В поправке 2020, как показал профессор Аватьян, под публичной властью подразумевается, с одной стороны, орган публичной власти, а с другой, как обобщенные характеристики конституционного строя, публично-правовую систему. Коснемся узкого понимания термина «публичная власть». Известно, что совокупность органов публичной власти можно представить двояко, как систему и структуру органов публичной власти, то есть статическая характеристика органов, их область, их взаимоотношения, взаимодействия. Это динамическая сторона организации органов публичной власти. Закон Республики о внесении изменений и дополнений Конституции Республики Саха-Якутия применительно к органам государственной власти, органам местного самоуправления, преимущественно коснулся положения статусного характера. Система органов государственной власти, ликвидация Конституционного суда, организация Конституционного совета, признание частью публичной власти, местного самоуправления, изменение системы органов государственной власти республики.
В статью 56 включен состав счетной палаты. Таким образом, в целом, изменения и дополнения Конституции Республики ограничились вопросом статики структур публичной власти. Между тем, поправка к Конституции России в отношении органов власти не ограничивается вопросом статусного порядка, но и обновляет динамическую сторону их организации и функционирования. Вероятно, это означает, что в Конституции Республики Саха-Якутия только в будущем могут быть внесены изменения и дополнения, которые затронут динамику взаимоотношений между органами публичной власти, прежде всего между органами государственной власти. В связи с таким обстоятельством можно ограничиться некоторыми предложениями. Первое. Фиксирование федеральным законом 184 возможность введения должности выше должностного лица субъекты Российской Федерации в связи с новой редакцией статьи 77 Конституции Российской Федерации становится обязательной. В этом можно увидеть влияние развития разграничений полномочий между президентской властью и исполнительной властью Российской Федерации. Второе. Совет законодателей, созданный при российском парламенте, превратился в постоянно действующую структуру. Это факт. Следует ли нам задуматься над тем, как отразить это состояние в Конституции Республики? Может связать это с полномочием председателя Государственного собрания Ултумен, подправив одновременно технику статей 63-64 Конституции Республики Саха-Якутия. То есть я имею в виду, все-таки надо полномочия, статус председателя Государственного собрания регулировать в одной статье. Третье. Полагает, что с поправки вписан процесс демократизации. Отдельного закрепления в Конституции Российской Федерации потребовала контрольная функция Федерального собрания Российской Федерации. Важное начало сделано в связи с совершенствованием порядка формирования правительства Российской Федерации и реализации ответственности правительства и его членов, включая их персональную ответственность. И республика не сразу пошла по пути реализации соответствующих новинок. Думаю, что это оправдано, надо дождаться практики соответствующей регулирования субъектов Российской Федерации. Мы теперь знаем о том, что решение ближе принесли в Государственную Думу законопроект об общих принципах организации публичной власти субъектов Российской Федерации, наверное, соответствующим образом это положение будет отражение. Еще один вопрос, если позволите, о Конституционном совете. Можно приветствовать принятие закона Республики от 26 мая 2021 года номер 623. Конечно, для нас Конституционный совет дело новое. Что будет, помолиться говоря? Очевидно, что не судебная власть, а может контрольную власть. Осознание этого дела будущего. А пока есть два момента, которые могут заинтересовать народных депутатов. В отношении состава Конституционного совета были более вероятно представлены три варианта комплектования. Лицам, наделенными депутатским мандатом, профессиональными юристами, призванными осуществлять деятельность на постоянной основе, профессиональными юристами, осуществляющими деятельность на постоянной основе юристов, не на постоянной основе. И четвертое, профессиональных юристов, специалистов не юридического профиля, работающих на общественных началах. Выбор сделан в пользу третьего варианта. Главный вопрос о видах полномочий Конституционного совета. Была возможность жестко не связывать совет с обращением граждан и других субъектов права. Но пока остановились на варианте, связанном с обращением. Однако стоит подумать о том, что полномочия Конституционного совета могли охватить разнообразные отношения. Для этого совет нужно представить в интерпретационной, контрольной, профилактической, процедурной, общественной, научной и представительной деятельности. Контрольная деятельность Конституционного совета могла бы охватить в том числе договоры и соглашения региональных структур с пользовательным методом. Можно подчеркнуть актуальность ревизионной деятельности органов
где это уместно, Конституционный совет осуществлял бы ревизии расходования средств, поступающих в муниципальное образование и родовым общинам коренных малочисленных народов. Каждый из нас осведомлен о том, как складывается процесс реализации положений нашей Конституции. Традиции теперь изучаются внимательно, например, в трудах профессоров Казанцева и Шустрова. На этом фоне Конституционный совет мог бы давать заключение состояния нормативного обеспечения реализации развития видов социально-экономических отношений, например, молодежной политики, укрепление общественного здоровья, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, социальная защита, обеспечение уважения к труду, гарантирование прав коренных малочисленных народов, по запросу организации ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных органов мог выдавать заключение по правовому регулированию отношений воспитания у детей, молодежи, патриотизма, гражданства, уважения к старшим, бережного и уважительного отношения к памятности, культуре, старшему поколению и так далее. В интересах формирования профессиональной защиты законодательства, полномочий и имущественных прав и законных интересов республики и органов государственной власти, а также иных образований, функции представителей субъекта федерации перед судебными инстанциями можно вменить Конституционному совету Республики Саха-Якутия. Уважаемые участники конференции, в Конституции Республики Саха-Якутия в связи с поправками 220 пополнены своеобразными терминами, понятиями, конструкциями и положениями. А далее предстоит раскрывать их возможности. Будем надеяться, что работа молодых специалистов внесут необходимый вклад. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Николаевич, за очень хорошо разработанные предложения, рекомендации. Я думаю, что в рамках резолюции отдельные из них могут быть обсуждены и, возможно, даже включение каких-то рекомендаций ваших в проект, итоговый текст резолюции. Я прошу подключиться Венера Калимуловича Самигуллина, заведующая кафедрой теории государства и права, международных отношений, Восточной гуманитарной экономики юридической академии, доктора юридических наук, профессора, Республика Башкортостан. Я прошу прощения, Венер Калимулович, за позднее подключение, чем указано в программе. Прошу подготовиться Ушницкого Румровича. Уважаемые коллеги и партнеры, как говорит президент Российской Федерации, вы меня слышите? Да, слышно меня? Слышно. Слышно. Хорошо. Но я бы хотел сказать, что мне сообщили поздненько о том, что я должен выступать. Я свой доклад обозначил условно так: роль правового фактора в развитии социума и государственности. Но это название условное. Я тоже хотел бы тезисно обозначить некоторые вопросы, возможные проблемы. Хочу сказать, что большое спасибо за то, что вы предоставили мне возможность выступить. Я очень рад. Я должен сказать, что Якутск я побывал, в частности, в 90-е годы, когда работали над диссертацией, над Конституцией вместе с Сергеем Шевчукиным. Мне очень город понравился прием, и я, естественно, всегда с большим воодушевлением вспоминаю эти времена. Когда я в Свердловском юридическом институте учился с якутами, у меня у них тоже самое. Так, звук пропал. Я прошу техническую службу связаться с Венером Калимуловичем. Слышите меня, да? Да, слышно. Пожалуйста. Вот, великолепные борцы. Я знаю, что под Якутском есть специальная школа, где готовят борцов, в частности, классической борьбы. Теперь по теме. Но вы знаете, что
Если сравнить две республики, скажем, республику Башкортостан и республику Саха-Якутия, то можно заметить, что по территории Саха-Якутия превосходит республику Башкортостан больше, чем в 20 раз. Но по населению она уступает в 4 раза. У нас в республике все более 4 миллионов человек проживает, а Саха-Якутия там чуть поменьше миллиона. Кроме того, состав населения разный. У нас один состав, там другой состав, хотя есть, конечно, представители одних и тех же эдесов. Кроме того, нужно сказать, что у нас башкиры, татары, чуваши, они родственны ингутам, киргизам и другим народам только татарского происхождения. Но, тем не менее, все республики, включая вот эти две республики, они как бы развиваются в рамках закономерности всеобщего, общего, особенного и единичного. И вот как раз в этой закономерности очень интересно проследить на примере того, как развиваются, вот, в частности, наши две республики. Что касается республики Башкортостан, я кратко скажу, каковы здесь особенности. Во-первых, республика возникла 15 ноября 1917 года как республика Башкортостан и как демократическая республика. И причем провозглашалось, что она является частью Федеративной России в 1917 году. 20 марта 1912 года она была преобразована в Башкирскую автономную Советскую Социалистическую Республику. И в советский период она развивалась в рамках тех общих закономерностей, которые характерны для развития всех советских социалистических автономных республик. Татарстана, Чувашин, Марий-Эл, Якутии и так далее. И здесь я ничего нового, наверное, не скажу по сравнению с тем, что было уже сказано в выступлениях предшествующих ораторов. Интересным является период, когда рубежный период, когда переходили от советского строя к демократическому развитию. Вот должен сказать, что у нас декларация была принята 11 октября 1990 года. Но она, по идее, должна была принята 10 октября. Но на заседании Верховного Совета, на сессии Верховного Совета, возникла дискуссия о том, кто в республике самоопределяется. Все население или только башкиры. Вот дискуссия возникла, и депутаты взяли паузу, и 11 октября договорились, что все же самоопределяется все население Республики Башкортостан, но, естественно, с учетом особенностей башкирской составной части этого населения. Это за особенность. И декларация она была такова, что она ориентировалась, в общем-то, на демократическое развитие. Но в то время еще не ушли совсем от советских социалистических идей, поэтому некоторые реверансы были сделаны и в адрес вот этих идей. Тоже такая вот особенность. Что касается федеративного договора, Башкирия тоже активно участвовала в подготовке федеративного договора и его принятии. Но здесь есть специфика. В отличие от всех других республик и субъектов Российской Федерации, краев, областей и так далее, Башкирия согласилась подписать федеративный договор с одним условием, с приложением. И это условие было принято руководством Российской Федерации. И я вам должен сказать, что Башкирия тогда имела статус очень высокий. Во всяком случае, статус Башкортостана был выше статуса всех других республик, краев и областей. И, по сути дела, можно было даже сказать, что он как бы уже вышел на уровень Союзной Республики. Но удержать этот статус не удалось, поэтому в дальнейшем были приняты документы договора о разграничении полномочий между Федерацией и Российской Федерацией, по примеру Татарстана. Хотя в таком договоре особой необходимости вот это не было, принимая во внимание вот это приложение. Должен сказать, что здесь особенность также в принятии Конституции Республики Башкортостан. Дело в том, что 12 декабря 1900, когда у нас Конституция принялась, в 1903 году, то население республики проголосовало против Конституции, большинство населения. То есть
Республика Башкортостан Конституция России не прошла. И поэтому это создало новую, такую уникальную политическую ситуацию в республике. И принимая это обстоятельство, республика приняла Конституцию 24 декабря 1993 года. И здесь были, конечно, некоторые расхождения между федеральной конституцией и между Конституцией Республики Башкортостан. Но расхождения они не говорили о том, что наши депутаты или руководство, они плохо разбираются в политических, правовых и других вопросах. Просто вот я еще раз хочу сказать, что, принимая во внимание то, что не проголосовали за Конституцию, руководство, видимо, хотело провести свою самостоятельную игру, политическую игру, экономическую тоже. Но в дальнейшем вы знаете, что ситуация менялась, и поэтому Конституция Республики Башкортостан тоже привели в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Вот здесь выступление прозвучало, что в связи с теми изменениями, которые вносят в Федеральную Конституцию, необходимо сейчас вносить изменения в действующие Конституции, возможно, уставы субъектов Российской Федерации. Но, естественно, это необходимо, и это, наверное, полезно, но я вам должен сказать, что сейчас это имеет место, как бы такая достаточно активная, я бы даже сказал, атака на саму Конституцию Российской Федерации. У нас есть отдельные личности и политические деятели, которые хотели бы изменить эту Конституцию. Хотя вы знаете, что в части гуманистической составляющей это изменить очень трудно. Ну, например, главу первую изменить трудно очень. А в другие главы можно вносить точные изменения, чем и пользуются депутаты и руководство Российской Федерации. Должен сказать, что в современных условиях проблемы, это обозначит некоторые проблемы. Дело в том, что сейчас под сомнение ставится сама идея федерализма в ленинском варианте. То есть ставится под сомнение национально-территориальное образование в составе Российской Федерации. Хотели бы перейти к какой-то другой структуре, какой-то другой системе. Должен сказать, что у нас есть и достаточно серьезные лица, которые хотели бы переформатировать Россию из федерации в унитарное государство. Я должен сказать, что по некоторым параметрам особого различия между федерализмом и унитаризмом нет. Децентрализованное унитарное государство сильно напоминает такую централизованную федерацию. И вот какой выбор делать в ту или иную другую сторону, это зависит, конечно, от определенной ситуации. Я должен сказать, что в настоящее время у нас есть лица, которые не просто огорчаются тем, что Союз СССР распался, а хотели бы его и восстановить тоже. Но некоторые, естественно, хотят сохранить ту ситуацию, которая была в настоящее время, но, естественно, немножечко модернизировать публичную власть, как сказано было в предыдущем выступлении. Еще вот мое мнение таково, что распад Союза СССР – это огромная трагедия для 350 миллионов населения Союза СССР. И я думаю, что почему это случилось, над этой проблемой нужно думать. Мне вот кажется, что на самом деле Союз СССР разрушать не надо было. Надо было оставить форму правления, модернизировав, территориальное устройство надо было модернизировать, конечно. Можно было вполне сделать так, чтобы было 35 субъектов было в составе России, да. А надо было просто изменить политический режим, перейти от тоталитаризма к демократическому режиму. Этот переход надо было сделать достаточно решительно, создать двух- или трехпартийную систему, и у нас ситуация была бы совсем другой, чем сейчас. Мы сохранили бы территорию, сохранили бы население, естественно, сказалось бы на бюджете и на развитии тоже. И, естественно, проблема воссоздания Союза в новом варианте, в новом формате, она все сохраняет свое значение в настоящее время, над этим нужно, видимо, думать. Вообще вот сегодня в докладах прозвучала идея этничности. Да, этничность хорошая идея. Но дело в том, что этничность позволяет объединиться одним этносом или этносом, которые схожи между собой. Но этничность же позволяет и разъединять тоже. Сразу скажем, тюрко-татарский этнос будет противопоставлен славянскому этносу, к примеру, да? Там этничность, есть этничность, но не соединяет и разъединяет. Если страна и люди хотят поступательного развития, то нужно искать не линии разъединения, а линии соединения. И линией соединения здесь является, на мой взгляд, не этничность,
о гражданственности. У нас не хватает гражданственности среди населения России и вообще в целом, в других странах тоже гражданственность. У нас недооценивается идея гуманизма. Вот в сегодняшних выступлениях ни у кого не прозвучала эта идея гуманизма. Кстати, я вот с одной стороны удивлен, и с одной стороны так очарован, может даже разочарован тем, что во время состоявшихся выборов в Республике Саха-Якутия победили вот коммунисты. Но кто такие Владимир Калимулович, сколько времени вам еще нужно? Я сейчас завершаю. Вот два бесплодника скажу. Кто такие современные коммунисты? Они далеко отличаются от тех коммунистов, о которых говорили Маркс и Энгельс. Это одно. Во-вторых, у нас нет увлечены идеями социализма и коммунизма, не совсем разбираясь в них. Хотя тоже Энгельс, тоже Маркс, они не столь решительно выступали за эти идеи. Маркс, например, говорил, что не коммунизм является высшим этапом развития человеческого общества, а положительное гуманистическое общество. И мне кажется, что надо идеи соединения искать на путях положительного гуманистического общества, гуманистического права и демократической государственности. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Калимулович. Так, прошу Ушницкого Румыновича, декана юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, кандидата юридических наук, доцента, с темой выступления «Воплощение принципа разделения властей в обновленной государственности Республики Саха-Якутия». Прошу подготовиться вне программы. Просит слово Григорьева Антонина Афанасьевна, заместитель председателя Государственного собрания Ултуман Республики Саха-Якутия. Прошу подготовиться. Уважаемые участники конференции, спасибо за возможность выступить, и хочу отдельную благодарность от имени юридического факультета, от имени Северо-Восточного федерального университета выразить Михаилу Ефимовичу Николаеву за инициативу проведения данной конференции. Мы с радостью ее приняли, и вот я думаю, что у нас состоялось действительно и научное, и политическое событие, которое останется в памяти всех нас и дальше будет ориентиром для наших дальнейших действий. Спасибо. Принцип разделения властей является основой концепции правового государства. Многие считают, что сама концепция правового государства, она только в 1990 году реально воплотилась в основополагающих актах страны. Ну, например, в Декларации о суверенитете Российской Федерации 12 июня 1990 года. На самом деле это не так. Идея правового государства возникла в недрах Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и была принята к реализации в июне 1988 года на 19-й партийной конференции. В то время я был студентом 3-го курса Свердловского юридического института, и за 3 месяца до этой конференции выступал с докладом на институтской конференции, далее на всесоюзной студенческой научной практической конференции, вот, который назывался «Концепция социалистического правового государства». Мне очень радостно, что вот именно тот мой доклад предвосхитил почти все то, что было указано в тезисах 19-й партийной конференции. Я считаю вот именно июнь 1988 года как событие, равное революции. Потому что признание концепции правового государства – это полный отказ от идеи от коммунистической идеи,
от идей, которые были прописаны в манифесте коммунистической партии, от идеи диктатуры пролетариата. И вот тут и надо пару слов сказать о либеральности этой идеи. Либеральность, она в основе идеи правового государства. И вот сейчас это слово стало ругательным. Мне это очень не нравится. Я считаю, что юриста, признающего идею правового государства, не либералом считать нельзя. Иначе он просто против основ конституционного строя. Но то же самое речь идет о любых политиках. В чем основа идеи правового государства? Это в суверенитете личности, в его естественных правах. Далее эти права отдаются муниципалитету, субъекту федерации, Российской Федерации для общих целей, как в свое время об этом говорил Жан-Жак Руссо. Ну и Джон Лок дополнял идеями наличия представительного, законодательного органа власти. Я тогда еще на страницах газеты «Социалистическая Якутия» выступал с идеей разделения властей, ну и говорил в частности о необходимости создания двухпалатного парламента. В чем смысл разделения властей? Законодательный орган принимает только законы, не имеет права принимать правоприменительные акты. Исполнительная ветвь власти может принимать только правоприменительные акты. Судебная – только юрисдикционные акты, то есть акты по наличию спора. И вот тут как во всем мире справляются с этой ситуацией? Ну, само собой, мы понимаем, что законодательный орган, он еще и является представительным органом. Вот только двухпалатный парламент может обеспечить возможность выполнения каждой из палат представительных функций. Например, Нижняя палата влияет на формирование исполнительной ветви власти, принимая политические акты о назначении председателя правительства. Верхняя палата влияет на формирование судебной власти, но вместе они, как законодательный орган, только они могут принимать законы. Все. Общих актов они не принимают. Я думаю, что как раз при формировании новой государственности Республики Саха-Якутия наш народ и Верховный Совет, и Якутская Саха-ССР очень мудро поступил, как раз приняв эту систему двухпалатного парламента. И благодаря именно двухпалатному парламенту тогда Якутия, она сумела оперативно влиять на политическую ситуацию, оперативно защищать интересы республики, всего его народа многонационального. Но отказ от идеи двухпалатного парламента сразу же нарушает концепцию правового государства и принцип разделения властей. Законодательный орган приравнивается к понятию представительного органа власти. И тем самым законодательный орган уже принимает акты применения права, что с точки зрения разделения властей быть не должно. Ну, раз у нас ситуация такая, которую, по сути дела, изменить можно только теоретически, то какой путь мы можем предложить для разрешения этой ситуации? В принципе, разделение властей с ее системой сдержек и противовесов мы должны обеспечить главное – это независимость каждой ветви власти. Но, правда,
Вот тут не совсем понятно, как мы можем говорить о независимости исполнительной ветви власти от представительного органа власти, власти народа, так скажем, да? Тут, само собой, ситуация вполне ясная. Система сдержек и противовесов позволяет такую зависимость. А вот законодательный орган власти может зависеть от исполнительной власти? Я считаю, что нет. Это прямое нарушение принципа разделения власти. Если законодательный орган власти зависит от исполнительной, то тут никакого разделения властей нет и нет вообще правового государства. Я посчитал по списку депутатов, которые сегодня на сайте отражены Илтумена, и там у меня прямых таких вот аффилированных, как говорят цивилисты, лиц к исполнительной власти республики насчитал 15 человек, 15 депутатов. Это генеральные директора компаний, которые назначаются распоряжением или же актом каким-то главы республики или председателя или постановлением правительства республики. Но есть вопиющие случаи. Есть руководители государственных, бюджетных и казенных учреждений. В частности, речь идет о депутатах таких, как Семенов Аркадий Анатольевич, директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, природный парк Ленские столбы, Семенов Дмитрий Александрович, директор ГБУ служба эксплуатационного технического обеспечения, а также Филиппов Семен Васильевич, генеральный директор государственного казенного учреждения управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Но они официально являются должностными лицами, представляющими исполнительную ветвь власти. Как они стали депутатами и почему у нас закон позволяет это делать? Я думаю, что и Конституционному совету есть тема для того, чтобы принять соответствующий акт, который противоречит статье 1 Конституции Республики Саха-Якутия, где сказано, что Республика Саха-Якутия является правовым государством. Я предлагаю, как-то в течение 2 лет у нас обсуждается уже идея о профессиональном парламенте. Но вот в данной ситуации, я думаю, что мы можем как раз обеспечить независимость парламента только переведя его на профессиональную основу. Но тут обсуждается вопрос о том, сколько там депутатов должны быть и так далее, да? Я считаю, что идея парламента, она заключается в том, чтобы выражать политическую волю народа, не какие-то там местечковые интересы их защищать, тем более интересы каких-то отдельно взятых корпораций. Поэтому считаю, что наиболее правильным будет только выборы по партийным спискам. Только не надо одномандатных округов. Депутаты должны представлять интересы всей республики. И на основе этого как раз делать свои решения, принимать законы. Что касается судебной власти. Для республик в составе Российской Федерации вопрос как бы не актуален. В частности, Республика Саха-Якутия, органы власти, Илтумен влияет только на формирование мировой юстиции. Но я бы хотел тут, конечно же, тут свое мнение выразить по отношению к этой мировой юстиции. На самом деле мировая юстиция, она не мировая. Юстиция потому мировая, когда судьи миром выбираются, то есть населением. Из мира приходят
им доверяет эту функцию. И самое главное, что тут должна быть исключительная подведомственность, закрытость этой системы. Не должны обжаловаться их решения федеральными судами и так далее. Но это целый комплекс мер, который, как всегда, существовал и в дореволюционной России, и самое главное, что и во всем мире существует, в принципе, вот это понятие мировой юстиции. Если мы так подойдем, то, само собой, вопрос о независимости судебных органов власти в республике даже не будет вызывать каких-то вопросов. Не будет вызывать. В целом, вот как раз все эти идеи при формировании обновленной государственности Республики Саха-Якутия в начале 90-х годов, они так или иначе воплощались в жизнь. Но попытки отказа от либеральных идей, они привели нас к тому, что мы, так скажем, вместе с водой и вылили ребенка, саму идею правового государства. А это, еще раз напоминаю, основа конституционного строя. Спасибо. Спасибо, Румынович. Прошу подключиться Григорию Антонину Афанасьевну, заместителя председателя Государственного собрания Алтумен Республики Саха-Якутия, доктора педагогических наук. Одной из важнейших составляющих якутской модели становления государственности является роль лидера. Несомненно, что на возрождение государственности, общественно-политической и социально-экономической жизни республики в целом оказывает влияние первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. В условиях распада Советского Союза и упадка экономики приходилось принимать неординарные решения. Шел поиск взаимопонимания и с федеральным центром. Были решены такие важные и принципиальные вопросы, как политика мягкого вхождения в рынок, реформирование многих сторон нашей жизни. В непростой период истории Якутии Михаил Ефимович сделал все возможное для того, чтобы наша республика сохранила лучшие свои традиции, твердую экономическую поступь, социально защитила своих граждан и на сегодняшнем этапе стала передовым субъектом Российской Федерации. Именно он стоял у истоков нашего парламентаризма. Первый президент республики Михаил Ефимович Николаев никогда не боялся трудностей, открытого разговора с народом. И по сей день он твердо следует своим убеждениям. Рядом с ним и мы учимся гражданскому мужеству, терпению, оптимизму, умению отвечать на вызовы времени. Широко известна его решительность, твердость и последовательность в кризисных ситуациях и принципиальных моментах. Михаил Ефимович – большой стратег международного масштаба. Уникальный почерк Михаила Ефимовича как политика – это деловитость, прозорливость, конструктивность, дипломатический талант балансировать, учитывать разные, часто противоположные точки зрения. Он обладает уникальным качеством политика – уметь слушать собеседника и впитывать все новое, что есть в мире, и в то же время доводить свою точку зрения и взгляд до каждого гражданина и человека. Я хочу коротко остановиться на 3 важнейших свойствах, присущих ему как лидеру, государственному деятелю, человеку. В статье, конечно, будет все это развернуто представлено, а сейчас я коротко остановлюсь. Во-первых, готовность словом и делом поддерживать позитивные идеи. Во-вторых, готовность активно поддержать распространение лучшего опыта в российском образовании и международном сообществе. Еще в начале 90-х годов, когда в стране началось разрушение устоявшейся системы образования, у нас по инициативе первого президента республики сфера образования была объявлена приоритетной целью государственной политики. Эта политика получила своевременную законодательную поддержку. Законы об образовании, об учителе, о сельском образовательном учреждении и многие другие помогли сохранить
Главное наше достояние – педагогические кадры, наши школы и их лучшие образовательные традиции. В-третьих, это уникальное видение органической связи школьного и университетского образования, содействие ее развитию. Во всех этих гранях таланта блистательной проявилась историческая заслуга первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, признанного лидера, всегда первого во всем. У Михаила Ефимовича как политика всегда было и есть самое ценное – доверие и поддержка населения, авторитет и уважение коллег и даже оппонентов. За годы своего президентства Михаил Ефимович Николаев сыграл огромную роль в укреплении государственности республики, внес весомый личный вклад в формирование новой политической системы республики и страны, способствовал сохранению и развитию экономического потенциала Республики Саха-Якутия, сбережению единства многонационального народа. Спасибо за внимание. Антонина Афанасьевна, прекрасное выступление, и вы подчеркнули очень важные концептуальные вещи, которым действительно вот отличается деятельность Михаила Ефимовича Николаева, направленная на развитие своего народа. И вы как педагог, как доктор педагогических наук, профессор, это очень ярко подчеркнули. Спасибо вам. Сейчас разрешите мне слово предоставить Гоголеву Петру Васильевичу, доктору юридических наук, профессору, человеку, который долгое время работал деканом юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, был спикером парламента и сейчас возглавляет новый орган новообразования Конституционный совет Республики Саха-Якутия. И, Петр Васильевич, мы с большим вниманием будем слушать первую речь председателя Консовета. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Александр Николаевич. Я несколько изменил, расширил тему своего выступления, назвав его «Новые институты и правовые режимы в федеративном устройстве России». Конечно, из уважения к вам, к продолжительности нашей конференции, я постараюсь существенно сократить свое выступление, но его текст будет в наших материалах. В 2020 году в ходе обсуждения поправки Конституции Российской Федерации и в дальнейшем принятия соответствующего закона, одной из тем, которые вызвали самое широкое обсуждение, это стало обновление принципов федеративного устройства России. В рамках этого мы обращались к зарубежному опыту и имплементации его в российской правовой системе. Научная дискуссия, конечно, будет продолжаться, в том числе касающаяся реализации конституционных норм о федеральной территории. Тем не менее, надо отметить о том, что не нужно ограничиваться и строить полемику только вокруг данного института. Это приводит к сужению проблематики федеративного строительства и ее новых акцентов государственной политики. Безусловно, Россия представляет собой единое пространство. Прежде всего, это политическое единство. Я оставлю за чертой своего выступления аргументацию в пользу данного тезиса, но скажу лишь следующее. Несмотря на разную степень плотности населения, дисперсность населения, прежде всего на северных широтах, граждане Российской Федерации заселяют всю ее огромную территорию, создавая разветвленную систему политически организованного пространства. Безусловно, характеристика государства как пространства не исчерпывается его политическими и социалитетными свойствами. Я только остановлюсь без аргументации на тех свойствах, которые характерны для России как пространства. Это политико-географическое пространство, это культурно-историческое пространство, это, безусловно, целостное экономическое пространство. И таким образом в основу единства и целостности России как населенного и организованного пространства, впрочем, как и любого государства, сложена огромная масса публичных и частных интересов, где-то обособлена по сферам общественных отношений, где-то в их сочетании. Федеративное устройство также не может являться исключением из этого правила. И особенно вот здесь надо обратить внимание, что на современном этапе в этом институте российского конституционного права
как никогда предельно, выпукло и ясно мы отмечаем сочетание частных и публичных интересов. Так было не всегда. Например, в советский период федеративное устройство нашего государства выстраивалось, основывалось единственно на публичных интересах, не допуская в эту сферу частные. И в том числе Ольга Дмитриевна, как раз вот касаясь истории становления федерации, об этом говорила. Ну, конечно, она говорила и о других тенденциях, но вот такой акцент был поставлен. И наоборот, экономические и хозяйственные связи в советский период имели служебную функцию по отношению к территориальной целостности Советского Союза. В первые годы обновленного российского федерализма данная тенденция все еще устойчиво сохранялась, и мы можем это видеть наглядно на принятии и содержании законов, например, о закрытом административно-территориальном образовании, это закон 1992 года, и о статусе наукограда в Российской Федерации, где как раз при территориальном устройстве государства, при изъятии определенных территорий, то есть населенных пунктов из управляющего воздействия субъектов Российской Федерации, фактически речь шла о гарантировании, установлении и гарантировании определенных общефедеральных интересов. Безусловно, у разных моделей федеративного строительства имеются как положительные, так и отрицательные стороны. Федеральный конституционный суд не раз обращался к вопросам федеративного строительства, четко и ясно сформулировал свои правовые позиции о природе и характере территориального устройства. Данная есть область отношений, это я говорю о правовых позициях Конституционного суда, есть область отношений, связанных как с определением состава России, так и территориальной организации государственной власти, а также разграничением публично-властных полномочий между ее составными частями. Причем суд многократно ее подтверждал, создавая посыл формирования как аутентичной федеративной доктрины России, так и направлений совершенствования соответствующего законодательства. Например, в своем заключении от 16 марта 2020 года в рамках экспертизы поправки Конституции Российской Федерации вновь обращал внимание законодателя, в частности указав, что основной закон России по смыслу его норм не предполагает возможность образования федеральной территории, значит равной и других публично-правовых образований, с приданием им равного статуса субъектами Российской Федерации. Можно привести в пример и другие акты. Постановление от 14 июля 1997 года о толковании части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации в деле о сложносоставных субъектах суд утвердил, что на одной и той же территории функционируют органы федеральной власти, органы государственной власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, разграничением полномочий каждого органа. То есть вот эти правовые позиции, они не изменяются, это выводы суда, они сохраняют юридическую силу. Между тем, в период с 2005 года по настоящее время принят ряд федеральных законов, достаточно серьезным образом преломляющих ранее сформулированные правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации. Прежде всего, это федеральный закон об особых экономических зонах Российской Федерации, об инновационном центре Сколково, о территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации, о федеральной территории Сириус. Территориальные вопросы затрагиваются также на подзаконном уровне. В свое время в целях организационного обеспечения реализации президентом Российской Федерации своих конституционных полномочий был создан институт полномочных представителей главы государства с территориальной нарезкой на федеральные округа. Равно в текущей практике деятельности федеральных органов исполнительной власти в рамках как достижения национальных целей и задач, так и реализации национальных проектов, государственных программ, также присутствует территориальное зонирование, охватывающее либо несколько субъектов Федерации, либо отдельные части территории субъектов Российской Федерации. Напомним, что согласно пункту Б статьи 71 Конституции Российской Федерации в исключительном ведении России находятся вопросы федеративного устройства и территории всего государства. Обращаясь к вышеуказанному заключению Конституционного суда России, отметим, что Высокий суд специально отметил, во-первых, состав России, состав территории, понятия разные. Во-вторых, если состав России исчерпывающим образом установлен статьей 65 Конституции Российской Федерации, то состав территорий как законодательным образом, так и в договорном порядке может быть установлен либо изменен. А последствия при возникновении споров могут быть легитимированы Конституционным судом России.
Так, например, произошло в целях реализации соглашения об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года. Здесь нам необходимо обратиться к редакции конституционной нормы, определяющей состав территории России. По буквальному смыслу статьи 67 территории субъекта относится лишь часть суши, исключая водные пространства, которые географически находятся внутри очерченных административных границ. Я в аргументации, когда говорил о тех или иных свойствах территории, говорил о том, что статья 67 имеет скрытый потенциал. И эта норма, она создала гипотезу, что если одни объекты могут быть изъяты из состава территории субъекта, то таковое возможно в отношении иных объектов. Именно следуя данной логике, стали появляться различные правовые режимы, сужающие полномочия в целом власть регионов. Рассмотрим, какова аргументация, какие интересы федеральный законодатель выводит от воздействия органов государственной власти субъекта федерации и органов местного самоуправления. Наиболее четкими частью ответа на данные вопросы являются вышеуказанный федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического развития ТОСР и о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне. Так, согласно пункту 3 статьи 2 закона о ТСР, ну и аналогично в федеральном законе о поддержке предпринимательства в Арктике, цели принятия и действия этих актов ограничиваются развитием экономики, развитием инвестиционной предпринимательской деятельности. Ну и безусловно, по логике вещей, все эти действия направлены на поддержку экономики, инвестиционных проектов, в конце концов, должны привести к улучшению качества жизни. И надо сказать, что эти два закона достаточно последовательны, они вводят понятие резидент, то есть это объект государственной поддержки, одновременно субъект экономической деятельности, уполномоченный на функционирование в установленных правовых режимах. Я не буду говорить, что из себя представляют резиденты, безусловно, мы с ними сталкиваемся очень часто. И это обсуждаем и в новостных лентах, и в рамках тех или иных событий, реализации инвестиционных проектов. Поэтому я не буду говорить о том, но лишь скажу, что российское правительство и российский парламент в этой части достаточно избирательны и включают в реестр резидентов только частных инвесторов, определяя, причем, какие капитальные вложения, инфраструктуру экономической деятельности они должны совершить. Либо это делает правительство России, либо это посредством нарезки минимальных значений таких капитальных вложений в законодательно устанавливается. Ну, схожим образом поступил и федеральный закон об особых экономических зонах. Значит, таким образом, если мы обратим внимание вот на эти три федеральных закона, то прежде всего на первый план выходит экономический интерес. Отдельный институт в российском конституционном праве выступает в федеральной территории. Вместе с тем, принятие единственного и персонифицированного федерального закона все же не создает предмета для полноценного научного анализа. Тем более правоприменительная практика все еще очень ограничена. Но общественность все-таки этот вопрос беспокоит, поэтому надо сказать, безусловно, какие вопросы хотелось бы решить. Во-первых, это нужно что-то сделать с едиными доктринальными, концептуальными основами создания и функционирования федеральных территорий. Неопробированная имплементация чужого опыта в государственном строительстве, безусловно, это создает риски. И эти риски продолжают сохраняться. И я в свое время приводил пример, когда соответствующий институт пытались в федеральной конституции закрепить, да, это начало 90-х годов, вместе с тем, как несоответствующая концепции основного закона, тогда идея была отвергнута. Но вот прошло почти 30 лет, да, и в рамках реформы 2020 мы теперь имеем в Конституции Российской Федерации достаточно лаконичную норму, касающуюся федеральных территорий. Но в любом случае с доктринальными основами нужно определяться.
Во-вторых, если большинство федеральных законов, так или иначе касающихся территориальной организации, оперируют понятиями земельного права, земельными участками, не касаясь изъятия их из состава территории субъекта федерации, то обновленная Конституция России и федеральный закон о Сириусе закрепляют территориальные изменения и, как следствие, формирование собственных органов публичной власти. Безусловно, научный поиск в отношении федеральной территории таким образом должен продолжаться. И мы должны в этом участвовать. В целом, значит, подведя итоги, я хотел бы сказать, что все федеральные законы, которые я перечислил, да, они связаны с изъятием либо отдельных земельных участков, либо акватории, либо части территории состава и юрисдикции субъекта Российской Федерации, передачу под юрисдикцию специально уполномоченного федерального органа и особой управляющей структуры, установление обязанностей региональных и муниципальных органов на создание льготных режимов налогообложения и иных аспектов хозяйствования, а равно вывод широкого спектра деятельности резидентов из-под управляющего воздействия органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления. Таким образом, на современном этапе федеративного строительства существенную роль начинают играть частные интересы, направленные на эффективное предпринимательство на основе крупных инвестиционных проектов и в сочетании с ними публичные интересы, заложенные в заинтересованность государства в целом на экономическое развитие территории. Я еще раз повторюсь, что каждая модель федеративного строительства, она безусловно имеет как плюсы и минусы. И задача науки и соответствующих научных форумов поднимать эти вопросы, доводить до внимания органов государственной власти и формируя актуальную повестку для того, чтобы государственная власть совершенствовала законодательство и избегала лишних рисков. Спасибо. Спасибо, Петр Васильевич. Ваш доклад понравился, потому что вот есть определенная реакция. И думаю, вот вы поставили очень острые проблемные вопросы, которые действительно должны находиться в эпицентре внимания, должны обсуждаться, должны предлагаться какие-то формы того, чтобы наличие тех рисков, о которых вы говорите, да, каким-то образом нивелировать. Уважаемые коллеги, мы работаем уже безостановочно 4 с лишним часа. С нами вот и председатель парламента, наши гости, в том числе академик Никита Гаврилович Соломонов, при всем своем почтенном возрасте мужественно, значит, участвует в этой конференции. Когда мы вот так перекинулись словами, он сказал: я жду выступления Михаила Ефимовича. Но я думаю, что настает как раз этот период времени, когда мы должны предоставить слово многоуважаемому первому президенту Республики Саха-Якутия, государственному советнику Республики Саха-Якутия, почетному профессору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова Михаилу Ефимовичу Николаеву. Михаил Ефимович, төрәбит, үескәбит, өктөм жириттен улахан әйяқа әғадді, онна әйяқа тыл берәбит. Эйгін бірағадныңнан әғадділән тұран, онна мақтанан тұран, ән бүгінгі идеяларғын этергәдлі істерге бар бәрім олар olur. Bağlıста, Михаил Ефимович. Микрофон. Просьба подключить Михаила Ефимовича Николаева. Микрофон не включен, пожалуйста. Eylerde. Ja kolbanna Mihhail Ефимович istebit bulgoyun turan. Öndede hadir saham gelen. Bastatan turan ehiyaka iş süraktan. Maqtnan turan bağremete
былыр-былыргыттан сақа жана бағарбыт баға саналара сүрбе бейли сүйеға байлаттык оны ядақ бітчаттарбыт оларбыт үтө маны майкылақ нөтілерін таптыр кен тоттар бола улаттан одын саналақ кен көғыстақ ыраға көрір жон болдуннар ден туран әйгені барығытын республика государственный күнінен тығар беребін көміңден. Уважаемые друзья, сегодня не юбилейная дата и не круглая. Рождение новой Якутии. 31 лет тому назад Верховным Советом Якутской автономной Советской Социалистической Республики 27 сентября 1990 года после всенародного обсуждения была принята Декларация о государственном суверенитете ЯСР. Это было 68 лет спустя, дарованный сверху решением в ЦИК право Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Мы уже практически прожили половину советского периода автономной республики. Следовало бы подвести некоторые итоги, дать правильную оценку с исторической точки зрения развития нашей республики и наметить пути дальнейшего совершенствования государственности в составе Российской Федерации и решить те проблемы, которые были и остаются вековой мечтой якутского народа, населяющего нашу республику, северную, очень жесткую по климату, по характеру сложной, удаленной от федеральных структур, от центра развития нашей страны. Я искренне благодарен и радуюсь новое поколение интеллигенции, которые практически свою сознательную жизнь начали именно в Новой Якутии, продолжают добрые традиции интеллигенции республики, народа Саха, активно подключаются во все вызовы современного мира. Я особо хочу поблагодарить наших докладчиков Алексея Ильича Еремеева, председателя Государственного собрания Ильтумен, Петра Васильевича Гоголева, председателя Конституционного совета, Александра Николаевича Кинкмена, профессора, доктору, Анатолия Николаевича Алексеева, профессора, доктору Института гуманитарных исследований. Которые дали в своих выступлениях глубокий анализ вектора нашего развития. Вы обратили, некоторые из вас, на повестку данной научно-практической конференции. Я думаю, это не случайно. Мы связали развитие государственности республики с историей народа Саха. Это вполне закономерно, потому что народ Саха дал своей республике свое имя. И сегодня называется Республика Саха. Не зная историю формирования и этапы развития нашего народа, нельзя
принимать правильные решения, отвечающие ее чаяниям. Вопрос, с другой стороны, вопрос развития государственности в федеративном государстве, как Российская Федерация, очень сложный, многоаспектный вопрос. Я приведу здесь замечание Алексея Елисеевича Кулаковского, который, будучи учащимся в реальном училище в возрасте 18 лет, анализируя работу Николая Михайловича Карамзина «История государственной российской России», писал: «История государства российского разделена на такие периоды, которые резко отличаются друг от друга образом правления и состояния самой России в зависимости от образа правления». Насколько метко, глубоким анализом делает вывод. Это замечание, этот вывод актуально и на сегодняшний день. В 90-м году, когда уже было известно когда было уже известно, в начале 90-го года в марте съезд народных депутатов СССР лишил Коммунистическую партию Советского Союза монополию на государственную власть. В регионах власть стала переходить к Советам. Будучи участником новоогаревских процессов, я впервые услышал тогда, что будет сформировано какой-то аморфный, непонятный союз независимых государств между Советского Союза. Тогда, будучи председателем Верховного Совета, я рассказывал членам президиума Верховного Совета о таком положении, о тех разговорах, которые высших эшелонов власти России, Советского Союза идут. И нам надо серьезно подготовиться, пока неизвестного нам развития событий. Действительно, никто не знал, как сложится судьба Советского Союза. Своими единомышленниками я верил в представителей своего народа, его интеллигенцию, ее научную общественность. Я искренне желаю, что мы, находясь далеко в окраине Советского Союза, живя в очень труднейших условиях, как бы не оказались в обочине истории. И тогда мы сформулировали 3 взаимосвязанные единые вопросы. Выработали, как говорится, концепцию будущей Якутии. Это первое – повысить политический статус республики. Пресловутого слова «автономия». Автономия – это местное самоуправление в переводе. Отказаться и повысить статус своей республики. Второе – добиться положительного решения вопросов собственности. Именно союзная собственность
расположена на территории республики, должна принадлежать народу республики, проживающему на данной территории. И третье, на основе первых и вторых, усилит работу по улучшению качества жизни людей на севере, создать модель современной социальной политики. Вот с этой три единых задач взаимосвязанных я сперва встречался руководством высшей власти нашей страны, президентом, генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем Горбачевым в июне 90-го года. Был у Николая Ивановича Рыжкова, председателя правительства Советского Союза, был у Лукьянова, председателя Верховного Совета и так далее. После этого я выступил на съезде, 28-м съезде Коммунистической партии, тогда я был делегатом одновременно, и изложил свои позиции, свое видение будущей Якутии. После этого, возвращаясь на родину, мы вот это видение изложили в декларации о государственном суверенитете нашей республики. И там изложили, и получился довольно объемный документ. С этим документом я в начале сентября поехал в Москву 90-го года и встретился с председателем Верховного Совета Борисом Николаевичем Ельциным. Рассказывая каждую статью, расшифровывая, я ему доказывал необходимости включить те или иные моменты, чем продиктовано, почему мы так ставим декларацию о государственном суверенитете. В конце часового разговора Борис Николаевич согласился, сказал, пусть решает ваш Верховный Совет. Возвращать окончательный текст мы всенародно обсудили. Во всех наслегах районах, во всех учреждениях и хозяйственных, и институтах, университетах. И мы попросили, чтобы каждый район рассмотрел данный проект в своих расширенных заседаниях сессии народных депутатов районных. И что было заметно, народ практически единодушно поддержал данный проект. И когда мы обсуждали этот проект на сессии Верховного Совета, конечно, были дебаты, но таких серьезных предложений и так далее не было. Мы практически в Верховном Совете единодушно приняли. Я верил в свой народ, население республики, что действительно это документ отражено чаяние не только людей, местных, коренных, но и которые приехали строить новые горно-обогатительные комбинаты, города, поселки. Все были единодушны в тексте этого политического документа. Потом, конечно, она была переложена на Конституцию, новую Конституцию, совершенно новую, написанную с белого, как говорится, белого листа. Аналога нету. В прошлой Конституции Советской автономной социалистической республики.
Наша декларация была третья по счету по Российской Федерации принята. Первая Республика Карелия принимала. Но они практических изменений в своей конституции тогда декларации не делали. Поэтому как обыденно было, так и было у них принято. Второй — Татарстан. Татарстан в конце августа приняла декларацию о государственном суверенитете. Но, по-моему, мы не поняли, о чем речь идет, когда Татарстан объявил себя ассоциированным членом Российской Федерации. Вот. Поэтому наша декларация, она была однозначная, приверженца Российской Федерации в целом, сохранить целостность России, и все последующие решения Верховных Советов автономных республик пошли по нашему пути. Это еще раз говорит о зрелости, которую подготовили этот политический документ, именно подчеркнутое сохранить федерализм Российской Федерации. После этого было подписано федеративный договор. Мы непосредственно принимали участие, были до некоторой степени инициаторами этого документа, подписания документа. Вы знаете, 31 августа был подписан этот документ, кроме Республики Татарстан и Чечни. Все остальные субъекты Российской Федерации подписали федеративный договор. Я знаю Башкирстан, Муртаза, конечно, я знаю это замечание. Передо мной он был у президента до подписания. Я суть этого примечания, предложения знаю. Но мы по другому пути пошли. Мы в тот день практически подписали соглашение о собственности, и согласно которого вся собственность союзных министерств и ведомств, особенно горнообогатительные комбинаты, по добыче золота, алмазов, угля, газа, перешли в собственность республики. Без политического торга мы стояли за экономическое право владения и распоряжаться богатством республики по своему усмотрению, что и было сделано. Я должен сказать, сила как руководителя республики была в моем народе. Народ был очень воодушевлен, возбужден. Так? Даже я видел, как будто на глазах и росли, выше стали люди. Люди такие добрые, отзывчивые, улыбающие стали чувствовать, что действительно пришло время, что их признали хозяевами своей территории. Я очень искренне благодарен нашей юридической службе, тогда юристам республики. Тогда только что, по-моему, не факультет, даже отделение было только создано в то время. Михаил Михайлович Федоров организовывал. Вот. Мало было юристов. Ну, привлекли юристов, прокуратуры, судейское сообщество и так далее. И они очень грамотно стали уже государственниками. И многие дела, почему в русло понимания российского руководства шло наше предложение, потому что юридически они очень были грамотны.
И вот я сегодня обращаюсь уже к институту нашему, юридическому, ассоциации юристов. Сегодня пришло время очень грамотно, именно умом, именно знанием. Вот, можно побеждать и можно принимать те или иные документы законодательные в федеральном уровне. Вы будьте достойны традициям своих предшественников-юристов, которые принимали очень активное участие в этом вопросе. Наша интеллигенция просто была на глазах горели в нашей интеллигенции. Новизна подхода, новизна постановки вопросов и положительное решение федеральным центром тех вопросов, которые республика ставила. Приезд председателя Верховного Совета Российской Федерации, потом президента Российской Федерации, посещение наших праздников, знакомство с традицией, бытом, обычаями, которые не только в центре, не только в кабинетах были, а Борис Николаевич практически арктическую тундру на краешке Ледовитого океана, наших промышленников в городе Удачном, сельскохозяйственном, на Кангаласском районе и так далее побывали. А позже он, будучи президентом, приехал к столетию Платона Алексеевича Юнского, который проводили в его родном районе Татте. Он посетил его и потом долго рассказывал, вспоминал об открытости, даже до некоторой степени наивности народа Саха. И он говорил, таким народом можно строить Россию. Те 10 лет прошли в непростых условиях. В 90-е годы, когда формировался фундамент Федерации, Российской Федерации, особо чувствовалась острота политической борьбы. Особо. В то время, вы помните, противостояние между законодательной и исполнительной властью. Как работало правительство России и как работало, понимаете, Верховный Совет России. Это страшно было. Это сказать легко, противостояние. Это трагедия была. В этих условиях Якутия, народ Саха не колебался. Мы не подчинялись всяким указам ГКЧП. И притом во всем этом проявлялось единство, единодушие. Вот как народ сплотился тогда. Конечно, и были природные катаклизмы, вы помните, наводнение за наводнением. 3 громадных наводнения было. Средств мало было. Если мы не решили бы в 90-х годах вопросы правильного распределения собственности, если бы не создали бы акционерное общество «Алмазы России», Саха, если не сохранили бы золотую промышленность, газовую промышленность, олово, потом создавали нефтяную промышленность, конечно, нам было бы совершенно из центра невозможно было ничего получать. У центра самого ничего не было. Прямо должен сказать. Банковская система какая была жесткая. Кредиты 200% находили, на 200%. Мы сегодня 5-7%, говорю, тяжело, очень большой процент. Тогда было 200%. За просрочку кредитов 400% было. Безденежная. В это время мы строили, мы занимались спортом,
занимались культурой, возрождали традиционную, самобытную культуру народа Саха, других народов Севера. Открывали высшие учебные заведения. В России 17 институтов физической культуры. Единственное у нас из них на сельской местности, в районном центре Тюрахча, открыли на селе высший спортивный институт. Высший спортивный институт. В то время, зная, что тяжелые времена пройдут, мы должны выйти с победителями. И тогда здоровый образ жизни, всеобщее высшее образование, институты, высшие учебные заведения открывали. Мы видели и знали, что наша сила в образовании, наша сила в здоровье, наша сила в культуре. Я очень рад, без всякого хвастовства, Якутия практически дала великолепные проекты, которые сегодня являются в российском масштабе национальными проектами. Будь демография, будь образование, будь здравоохранение, будь культура. Это они заложены были у нас, сформулированы у нас. Так? В конечном виде это народ очень активизировался. И вот эта тема, я боюсь, что угасает. Какая-то в некоторых моментах появляется части народа и апатия, и усталость какая-то. Поэтому сегодняшним руководителям все очень тяжело приходится, когда многопартийная система расшатывает практически именно расшатывает демократические основы государства, общества. Получается, разное, мы говорим, объединяться надо, а вот когда смотришь программы, выступления представителей разных партий, они разъединяют народ. В основном спекулируют на те трудности, которые сегодня имеются. Я убежден, что они пройдут, эти трудности. В итоге, как мы 10 лет прожили и чего добились. По итогам 2000 года республика по объему внутреннего валового продукта вышел в первую десятку среди субъектов Российской Федерации. Первую десятку. А по уровню среднего дохода работающих, также по степени социальной защищенности населения мы в числе 15 высших территорий России. Это в 2000 году было. По строительству жилья на одного человека республика вышла на второе место. За 10 лет было построено 5,5 миллионов квадратных метров. Это только за счет бюджета. Тогда не было материнского капитала, тогда не было ипотеки, тогда не выдавались на строительство жилья кредитов. Все строилось за бюджетные деньги. И мы в год строили 550 тысяч квадратных метров жилья. Это действительно была ударная, что ли, десятилетка строительства жилья в республике. Третье, по определению Организации Объединенных Наций,
состояние развития человеческих ресурсов в республике в субъектах Российской Федерации, если в 90-м году республика занимала 47-е место, то по итогам 2000 года вышла на 8-е место. Это, конечно, великолепные результаты. В заключение я пожелал бы, республика сегодня накопил огромный экономический потенциал. Основные фонды промышленных предприятий равно сегодня 3 триллионам рублей. Это огромный действительно капитал. Она должна эффективно в интересах республики должна работать, прежде всего. И поэтому здесь новым нашим депутатам Государственной Думы, а их стало 5, в выборах, конечно, ведущая партия «Единая» проиграла, но зато мы выиграли в целом по республике. Если раньше мы одного депутата избирали по линии «Единой России», то сегодня 5 депутатов стало, и в том числе и представители «Единой России». Поэтому Ильтумяна я очень убедительно прошу, что плотно с ними работать именно экономических вопросах. Именно экономических вопросов. Вы не стесняйтесь, будьте твердыми в характере, убежденны в своей правоте. Вы за народ боретесь. И не стесняйтесь. Вот в 2000 году наши юристы, мы вместе подготовили проект закона о развитии восточных территорий. Конечно, этот проект не прошел, но президент России объявил восточные территории приоритетными на весь 21 век. Его надо законодательно оформить. Мы тогда внесли доктрину Арктики. Доктрина Арктики принята, но, конечно, наши взгляды несколько иные были, но все же доктрина Арктики принята. Мы подготовили и внесли закон о развитии Северно-морского пути. Он как закон не принят, но сегодня создано Министерство Дальнего Востока и Арктики. И там положение этого министерства указано развитие Северно-морского пути. Мы как общественная организация организовали в 2004 году восточное измерение, одобренное самим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И смотрите, какое за последнее время идет интенсивное развитие. Создан специальный форум, Восточный форум, где собираются ведущие компании стран, расположенных в востоке России, будь Япония, Китай, Корея и так далее, и так далее, и так далее. Страны АСЕАН, Индия. И вот эти ежегодное проведение восточных форумов, безусловно, дают результаты. Увеличиваются инвестиции в Дальнем Востоке, строятся мощности, определяющие путь, нефтеперерабатывающие заводы, судостроительные заводы и так далее, тому прочее. Поэтому восточные территории действительно займут достойное место в развитии России в 21 веке. И мы здесь должны играть ведущую скрипку, занимать ведущие позиции. Вы сегодня во многих аспектах опережаете развитие других субъектов, расположенных
Дальнем Востоке, ее держать, углубить. Я посоветовал бы все же из Тюмени в какой-то форме вот, рассмотреть вопросы, связанные с дальнейшим развитием. Сегодня в России приняты очень хорошие документы, концепции пространственного развития России, национальные проекты, программа развития сельских территорий. Во всех этих заложен огромный потенциал колоссального синергического эффекта. И наша задача состоит в том, что эти три основополагающие документы объединить идеи общественного развития, направленные на достижение трех крайне важных и актуальных задач для республики. В целом, первое – это демографический рост. Второе – экономический прорыв. Третье – консолидация общества. Вот вокруг этого вопроса они должны законодательно закреплены. Они идут в унисон тех мер, которые принимает сегодня глава республики, издавая те или иные указы, касающиеся данной проблемы. Но нам нужны законы. Поэтому Алексею Ильичу хорошо было бы вот, с зимней сессии в плане работы включить вопросы, касающиеся данных проблем, объединяющие и сделать единой задачей, вокруг которого объединит наше общество, наших людей. Я рад, что сегодня республика в надежных руках. Приходят молодые ребята, новая плеяда интеллигентов. Они пополняют государственную службу именно. Это значит служить своему народу. Я глубоко убежден в силе и мощности нашей науки, нашего федерального университета, который, благодаря которому в конкурсе Якутия вышла и получила право образовать национальный образовательный центр, который даст совершенно новый облик нашей республики. Сегодня мы боремся не просто строить, а дать новый облик села нашей республики. Селяне, будучи корнями, плодившие, вырастившие нас всех, вот, видели плоды свои. И у нас мощная промышленность. Они в основном владеют крупнейшей компанией, трансконтинентальной компанией Российской Федерации. Поэтому все внимание должно быть обращено в развитие села. Тогда мы будем убеждены, что действительно республика в надежных руках и дальше будет развиваться. Спасибо, друзья. В конце я отдельно хотел поблагодарить Юрия Ивановича Семенова, это нашего организатора Российской конференции, который действительно душой предан от своего сердца, как говорится, вложился и ремонтировал, и строил, и одновременно организовывал это великолепное мероприятие в самое тяжелое время пандемии. И я благодарю всех участников, которые приняли предложение оргкомитета, выступили великолепными докладами. Дай вам здоровья, долгих лет жизни. Спасибо, друзья. Уважаемый Михаил Ефимович, позвольте от имени организаторов научно-практической конференции «Происхождение народа Саха и развитие государства Якутии в составе России» еще раз поздравить вас с Днем государственности Республики Саха-Якутия,
поблагодарить вас за идеи, которые рождают жизнь, дают нам уверенность в будущем. Вы сегодня поделились с нами на основе воспоминаний своими взглядами, своими видами на социально-экономическое развитие республики, на его состояние, на модели будущего, каким оно должно быть. И, безусловно, вот эти ваши взгляды, которыми вы с нами поделились, для нас очень важны. И я уверен, что те рекомендации и те пожелания, которые прозвучали в вашем выступлении, они будут услышаны, они будут закреплены в нашей резолюции. И я уверен, что в рамках идеи обобщения практики государственного строительства субъектов Российской Федерации в составе России, научного осмысления этой проблематики, скорее всего, я надеюсь, что в рамках 27 сентября и празднования Дня государственности Республики Саха-Якутия в том или ином формате научно-практическая составляющая будет присутствовать. И в нашем проекте резолюции мы это закрепляем на сегодняшний день и с учетом внесенных предложений будем его обсуждать. Уважаемый Алексей Ильич, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые участники пленарного заседания научно-практической конференции, позвольте еще раз от имени Организационного комитета, Программного комитета поблагодарить вас за большое внимание к тематике нашей конференции. Не зря она имеет универсальный во времени призыв происхождения народа Саха. Вопрос этот только, ну вот Анатолий Николаевич говорил о том, что на протяжении длительного периода времени идут исследования происхождения народа Саха, но этот процесс надо продолжать, эти исследования надо углублять, расширять. И я думаю, что тематика такая, она будет всегда присутствовать, должна присутствовать, и так же, как и тематика, связанная с качеством жизни, одним из условий, которые является развитость государственности. Именно в рамках автономной республики и потом второй республики, когда мы под руководством Михаила Ефимовича Николаева создавали современную государственность, качество жизни якутян существенно изменилось в лучшую сторону. И я уверен, что это непременное условие для того, чтобы в будущем Республика Саха-Якутия динамично также развивалась. Уважаемые коллеги, у нас есть проект резолюции нашей конференции. Есть предложение принять за основу, и озадачить программный комитет о том, чтобы программный комитет с учетом предложений, на основе предложений участников конференции, установленный нами срок, который мы сейчас с вами определим, разработает проект резолюции, согласует, направит участникам конференции для повторного рассмотрения, но не, конечно, долгий ящик не откладывая эту работу нужно сделать. И мы уже в скором времени должны проект резолюции утвердить и направить всем инстанциям, к которым обращена наша резолюция. Как, коллеги, какие есть предложения? Есть предложение согласиться принять за основу проект резолюции и озадачить программный комитет дальше поработать над проектом резолюции, как это предусмотрено в нашем положении. И давайте установим срок тогда для внесения предложений участников конференции. Я думаю, это не должно занять много времени. Да? Доклады все прозвучали, тезисы известны. И на основе этих докладов я надеюсь, что к следующему понедельнику мы должны их получить, обобщить, да, на основе в течение понедельника до среды завершить проект резолюции и направить всем участникам. И в итоге к концу следующей недели мы получим
ту резолюцию, которую нужно согласовать со всеми участниками. Не против? Нет других предложений? Нет других предложений, коллеги. Я тогда, необходимости голосования нет, Алексей Ильич? Нет, да? Хорошо. Тогда, коллеги, разрешите еще раз всех участников конференции поздравить с Днем Государственности Республики Саха-Якутия, пожелать каждому в отдельности и вашим близким, вашей семье счастья, благополучия, крепкого здоровья, успехов в вашей профессиональной общественной деятельности. И на этом считать работу нашей конференции завершенной и пленарное заседание закрыто. Спасибо. Мама! Света! Так, коллеги, давайте сфотографируемся. Юрий Иванович, бен кли. Вышку убери, надо крылья, надо, чтобы крылья были равномерны. А то здесь мы с Николаем Андреевичем Ага.